Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это вечерний вторничный шум. 23 число, у нас на часах 21 час, 2 минуты, и мы в прямом эфире. Шум – это проект, где мы обсуждаем все, что с нами стряслось, и открыто говорим, беседуем в комментариях, общаемся друг с другом и, конечно, воссоединяемся в том или ином отношении к тому, что действительно на голову не налазит или налазит, но очень и очень туго. Я очень рад, что шум вы ждете, что с шумом вы как бы на «ты», шумим все вместе. Традиционно и естественно, как всегда, я всех приглашаю к нашей игре в города. Это наш ритуал. Он очень простой. Вы пишите, откуда вы, населенный пункт, страну, как хотите, указывайте. Если слышите что-то рядом или свое, ставьте лайк. Да, сейчас какая-то ерунда происходит с Ютубом и всяческая, такая, не то чтобы цензура, а изменение алгоритмов по определенным словам, которые звучат в эфире или которые там подписаны каким-то образом. В общем, делают крест, ставят на тех или иных выпусках. Поэтому я рекомендую это все преодолевать ровно как и подсанкционность на родине, да, в Украине, как бы каналов, только одним способом: поставить лайк и написать, отметиться в комментариях. Это самый лучший и действенный способ. Всем остальным другим не верьте, и вот правда, съедят они, как тут, накося выкусят со своими вот этими элементами цензуры, я имею в виду и в глобальном масштабе, ну и, конечно, то, что касается конкретных эпизодов. Города. Ну, знаете, я всегда восторгаюсь нашей географией, я всегда очень рад, что вы пишете, вот, например, Узбекистан, Андижан, Богородск с нами, Греция, Александрополь и Донецк, ДНР, Тольятти, Автоград, Петербург, привет из Волжского, привет в Серпухов, привет из Карелии, Харьков, Литва, Кипр смотрит каждый день. Спасибо большое. Байкал. Олег Вдовин вроде бы как кричит, что принесли ему бутылочку этого замечательного напитка, который я знаю только в постсоветском пространстве. Байкал с нами, привет на Байкал. Житомир, привет из Волгограда. Значит, Израиль, Бершева, Одесса, Вологодская область. Видите, Елена, Волгоград, Вологодск нас смотрит. Петербург. Значит, Саша, привет с Полтавы. Спасибо большое вам тоже в Полтаву. Привет. Славянск, Нарва шумит, Часов Яр, Бали из России. Ну как Бали? Бали, правильно. Сказочно же. Вот сказочное Бали. Рогачев, Душилова, Крым, Салам из Сузака. Привет. Привет в Шымкент. Это Казахстан. Значит, спасибо большое, Север, Норильск, Ногинск и, конечно, прекрасно, что с нами Хабаровск в этот час. Екатеринбург, Бирюлево, Конотоп, Казань. Спасибо большое, что Химки шумят. И Пинск из Беларуси тоже. Кронштадт смотрит. Ура, Щелкино, Крым. Привет вам в Крым. Значит, шумящим из Алматы. Большой привет. Манчестер с нами. Конотоп. Видите, какая сумасшедшая география? И вот так сразу и не скажешь, что все эти люди душой, сердцем, они проникнуты вот в эту украинско-российскую, российско-украинскую вот эту дрязгу историческую. И, знаете, очень хочется, конечно, чтобы это черное пятно в истории, оно, во-первых, не одно такое было, да, чтобы оно побыстрее немножко обелилось и каким-то образом выветрилось из нашей реальности, и все переживают, и все следят. И это потрясающе, что это практически весь мир. Вологда, да. Вологде, где? Вологде, да. Краснодар, привет, Краснодар. Польша, Кавказ, РТИ, это Лисичанск, на секундочку, там, где я вырос, в школу ходил, конечно. Значит, Бали стикер, извините. Шах и мат, Банковая. Ну, если Банковая смотрит, то можно начинать. Друзья, всем большое спасибо за то, что уже начинаете голосовать. Давайте объявим этот опрос, мы в конце подведем итоги. Чей крах случится раньше? Раньше. И варианты. России, Украины, Европы, Америки. В общем, голосуйте, пока все в одну калитку, но только 3000 голосов, может быть, все изменится. Не будем даже, вы все видите на экранах там по поводу вариантов ответа, мы поговорим об этом крахе, что это такое и как бы с чем его едят. Значит, с нами Грыша из Гдыни, это замечательно, Харьков, Самара, Чехия, я надеюсь, вы ставите лайки, правда? Лайк поставь, если
Значит, если вы... Вот там добрый вечер из Севастополя, вот, да? Вот добрый вечер, и вам тоже. Спасибо большое за то, что из Москвы тоже смотрите, и, конечно, вот тут пишет, кто из Полтавы, отзовитесь. Да, вот шумит в Венгрии, и Луганск тоже шумит, и Ванавара, Хмельницк. Спасибо большое, спасибо за то, что из Рязани тоже ставите лайк, из Краматорска, из Петровска, из Владикавказа, и Подмосковье, и Тольятти, и Лондон из the capital of Great Britain. Ну, похоже, не только Great Britain, а там... Small Ukraine тоже немножко. В общем, друзья, ставьте лайки, пожалуйста, пишите, если смотрите в записи. Я знаю таких очень много людей. Тоже напишите в комментарии. Не поленитесь, я с удовольствием просматриваю. Ну, это любимая рубрика. Это вот прям самая замечательная игра наша. Города. Вот Испания, Валентина. Приветик вам, конечно. Школа 30 РТИ. Да, 30-я школа. Знаем такую. Играли в баскетбол с ней. Я с 27-й и играл с 30-й. Ох, они там сильные были. Ну, у меня состав был маленький. Ну, такой слабенький, да. Ну, там, в общем, пока не выгнали меня с поля, побеждали. Это были городские соревнования. Ох, как давно это было. Слушайте, даже не говорите. Даже не хочу вспоминать, в каком это году. Друзья, поставьте, пожалуйста, скажем так, важный пункт, да, важную отметку. Давайте начинать. И начнем мы сегодня вот не совсем традиционно. Обычно, ну, все же вживую происходит. Вот сейчас, прямо сейчас, да, идут встречи. Трамп в кулуарах Генассамблеи ООН встречается с Зеленским. Значит, звучат разные заявления. Эти заявления, они такие своеобразные, они, ну, что называется, такие потужные. Но что-то вот меня смутило. Что сказал Трамп? Да, мы пройдемся по Генассамблее сегодня, и с этого давайте начнем. Трамп говорит, экономика Украины в ужасном состоянии, экономика России в ужасном состоянии, а Украина делает неимоверную работу, что останавливает такую большую армию. Значит, по поводу там нефти был такой очень интересный эпизод, когда там Зеленский говорит, отдельные страны не будут покупать, я там с вами согласен. Ну, Трамп-то не про отдельные страны говорил, он полностью про всех. Трамп избрал манеру такого нападающего на этой Генассамблее. И, в принципе, я когда послушал речь, которая предваряла встречу с Зеленским, я все понял. В принципе, мы это и слышим сейчас, что, ну, собственно, такие нападки, такие, в общем, бравада такая, да, там, ну, до этого, ну, мы же все четко можем отслеживать Трампа сегодняшнего по Рубио. Вот выходит Рубио и говорит, Трамп будет батон крошить и бочку катить на ООН. Так раздолбал в пух и прах. Ну, вот так оно и было. И там дело не в суфлере, который у него включился, не включился. Это задача. Это вот посыл. И он с этим посылом пошел дальше, и тут как раз Зеленский. Что и на что я хочу обратить внимание? Это не на слова. Это не на формулировки. Обычно же как аналитики всегда. Формулировки, слова. Это на лица и язык тела. Значит, вот тут такой момент, очень принципиальный. Фрагмент. Журналисты там бросают вопросами, типа, как в овальном кабинете, да? И там ему спрашивают, вы доверяете Путину? Он отвечает, я отвечу вам через месяц. А по поводу гарантий. Время гарантий для Украины не пришло. І от этот епізод, ну, вот так вот он выглядит. Повітряний постіл, так, я думаю, що вони повинні. Значит, это вопрос, должны сбивать воздушное пространство НАТО, если залетает что-то российское? Они говорят, да, они должны. Я вам дам знати про це через місяць. А ваш меседж? Чи ви будете надавати Україні гарантії безпеки подібні до Європейського Союзу? Ми будемо говорити про це, і я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це трохи пізніше. Зараз зарано відповідати на це запитання. Ваш меседж, президент. Значит, смотрите, не то, что там время тяну, но это прям очень важно. Понятно, это все вот это вот КВН, понимаете? Разминка, КВН. То есть там, а я отвечу через месяц. А вы там должны сбивать? Да, должны сбивать. А сами будете сбивать, спрашивают журналисты, если что-то на воздушное пространство НАТО залетит. Он говорит, ну как буду? Ну, мы посмотрим. Он не дал ответа на вопрос. Он говорит, США не будет сбивать, и они будут разбираться, что там они летят, атаковать или не атаковать. Опять-таки сегодня температуру меряет Рубио. Рубио расширено, красиво, прессе. Не вот так вот там гав-гав
гав-гав-гав, да, с журналистами, а четко дал ответ на вопрос. Говорит, смотрите, мы будем разбираться. Если летит там МиГ или что-то еще прям атаковать, конечно, будем сбивать. А если они просто мимо пролетают или там заблудились, или что-то произошло, или каким-то макаром могут объяснить вот это перемещение, то, конечно, не будем сбивать. Ну, мы как бы, вы в своем уме вообще-то, да, ядерное государство, мы сбиваем самолет, мы американцы, мы тоже, все ядерные, начнется сейчас. То есть все нормальные, адекватные люди. Даже вот поляки, которые закрыли границу, знаете, какая бравада была? Там Сикорского вчерашнего все крутят, что вот мы предупреждаем вас, русские, если что-то залетит, мы пиф-паф и будем все сбивать. Ну, такой мощный был. Ну, там они собирали по Эстонии, по Польше, все как всегда. То есть все очень звучит серьезно. Ну, так тихонечко они громко закрыли границу с Белоруссией. Сегодня тихонечко открыли. Там около 100 поездов ждали на запасном ходу. Ну, вынуждены были логистически, да, вот потерпеть определенные такие неудобства и должны были пройти. Поезда, кстати, из Китая с товаром. Ну, так, на секундочку. Ничего, все нормально. Тихонько открыли, все хорошо. Все, в принципе... Да, вот все в принципе как бы понимают, что люди адекватные. Я хочу обратить ваше внимание вот на что конкретно. Значит, именно на выражение лиц. Да? Вот давайте вот так. Так, ну это мы немножко замедлили. Значит, смотрите, что очень важно. Давайте мы покажем вам вот эту двоицу. Вот эту конкретно. Тут вот Умеров чуть не плачет. Видите, Зеленский. Вот так вот это, в принципе, вот выглядит. Да? Вот таким именно макаром. Ну, в принципе, можно и без звука это слушать вот таким образом. Всю дорогу Зеленский сидел именно так. Всю дорогу. С Ермака, ну просто, я не знаю, все очень с кислыми минами. Очень с кислыми минами. Зеленский, смотрите, он смотрит чуть не плача на Трампа. Чуть не плача. Вот эти кивки, вот эта мимика, вот это вот все. То есть очень плохая встреча. Очень плохая. Вот этот взгляд, вот это все. Он ищет точку опоры. Он не может никого найти. Он слушает журналистов, пытается там что-то понять. То есть это на самом деле провал. Вот то, что мы сегодня наблюдали, это провал. То, что мы сегодня слышали от Трампа, ничего нового. Ну, по большому счету, ничего нового. Да, громко с трибуны там, Генассамблеи было заявлено. Индия и Китай спонсируют войну в Украине, потому что покупают... ну да, у России покупают, а потом в Европе продают. В общем, ничего сверхнового и сверхяркого. Дальше там дипломаты Индии и Китая, конечно, выскажутся, тоже там влепят свои, 5 копеек вставят. Беда у Украины. 8,7 миллиардов сегодня сообщила Педласа, это член бюджетного комитета Рады, народный депутат от «Слуг», такая очень в очках, такая девочка, с ней смеялись, там она попадала в какие-то определенные конфузы когда-то, но она счетовод, бухгалтер, и поэтому считает деньги в Раде, в комитете, в специальном. Говорит, не хватает в этом году. Все помнят, что Зеленский говорит, 2 плана. План А – закончить в этом году. План Б – это вот 120 миллиардов. На следующий год 60 – это наш бюджет. Нет денег. От США денег нет и не будет. Европа, да, пожалуйста, давайте вперед из песней. А с чего будет Европа платить, если у нее, во-первых, газа? Урсула выскочила, говорит, будем восстанавливать доноры, вот все, что там бульдозерами снесут израильскими, мы будем восстанавливать и строить. Нет денег на вооружение, ну вот вам 500 миллионов, ну вот вам там еще миллиардик подбросим. А воевать не с чем. У него провал и катастрофа, это видно по мимике. Это вот прям очень серьезный посыл. Давайте вот зафиксируем, да, что эмоционально тяжелейшая встреча. У них только Келлог вот это вот, они с ним встречаются, вот это ручкаются, кланяются. Ну, начиналось все, в принципе, неплохо. Мы там дальше поговорим о том, с кем встречался и почему Зеленский. Но четко можно зафиксировать, ничего не удалось. Нет успеха.
Нет. Ну, то есть, будем сбивать? Будем сбивать. Да, да, да. Путин, у него плохо с экономикой. Ой, плохо с экономикой у Путина. Ну, хорошо. И ключевая фраза. Ключевая. Трамп говорит, видимо, война продлится еще долго. Россия там, не смогла за 3 дня. То есть, там, они вообще могли бы за 3 дня это все решить. Но не решили. Ну, то есть, опять это мантра про 3 дня. Это все как бы больше мемы. Это разговор президента мема. Тут никто не заявлял про эти 3 дня, но тем не менее это же как вошло, в подкорку всем вписалось, всем вот это засандалили, и все 3 дня, 3 дня. Ну так будет не 3 дня. Так, а итог какой? Трамп за какой итог? Нет, он восхищается, что украинцы борются. А итог какой? Такой, как вот и должен быть за эти 3 дня. Судя по всему, ну так интерпретируется. Поэтому Зеленский не находит себе места, сидит как на иголках. Ермак грустный, Умеров чуть не плачет. Такая потужная делегация. И на самой главной встрече в кулуарах Генассамблеи вот такая атмосфера. Значит, по поводу выступления Трампа. Давайте там буквально остановимся на 3 моментах. Значит, у Трампа поломался суфлер. Говорит, эскалатор не работает, суфлер поломался. От 2 до 4 миллиардов на реконструкцию вашего здания ООН выделили, вы все разворовали, и так у вас все. Миллионов человек, прекращением вот этих самых войн, но потом я осознал, что ООН никогда нам не помогала. Он говорит, я войны останавливаю. Смотрите, он правда в это верит. Я останавливаю войны. 7 войн остановил. Ух, какой мужик. А ООН никогда не помогала. Слушайте, а чем вы тут занимаетесь? Войны не останавливаете. На самом деле, я уже постфактум об этом задумался. Не во время ведения этих переговоров, а это, кстати, было очень непросто. И так и было. Но нужно задаться вопросом, а в чем цель ООН? У ООН огромнейший потенциал на самом-то деле. Я всегда об этом говорил. У ООН огромный потенциал. Но она его не реализует даже близко. По крайней мере, сейчас. Как кажется, слова пока сильнее дел. Слова пока сильнее дел. Вот эту формулировку я предлагаю запомнить и к Трампу уже и применить. Слова пока сильнее дел. Вы видите его мимику, вы видите, как он это говорит. Он сыграл это выступление. Это домашняя заготовка. Прищур, вот это вот недовольство, это все деланная история. Сравните, мы же в прошлом или каком, позапрошлом шуме я показывал вам, как вот он себя вел на приеме у короля, да? Какое у него там выражение лица, какое тут у него выражение лица. То есть, ну, смотрите, то есть можно считать его отношения. Это заготовленная история. Ему нужна реформа ООН, потому что в ООН все пошли против него. Ну, все, большинство, 140 с лишним стран. Пока что это пустые слова, а пустые слова войны не останавливают. Единственное, что позволит это сделать, это действие. Сейчас, после того, как я покончил со всеми этими войнами, после того, как я до того согласовал соглашение Авраама, это, кстати, было очень важно. Да, конечно. Вот сейчас, конечно, слова, он все согласовал, он победитель, а он слабое звено. Но слова расходятся с делами, эта же претензия лепится четко и к нему. В чем проблема? Проблема в Газе. Потому что был парад признания Газы, ну не Газа, Палестины, да, и, соответственно, многие выступают за Газу. Это взяли в оборот там Сорос, левые, в общем, и, понятно, там прокатились митинги. Тяжелейшая на самом деле история, особенно там в Италии, там чуть позже покажем вокзал, который Мелони осудила. Но что Трамп думает о Газе, да? Вот, и о тех людях, которые являются лидерами стран, политиках, элитах, тех странах, которые поддержали. Я вот видел карту сегодня, на всем западном полушарии только Панама и США не поддержали признание Палестину, если брать по голосованию в этом же самом ООН. Поэтому, смотрите, выступление Трампа нужно расценивать как выступление на враждебной площадке. Вот это все равно, что, опять-таки, у него там будет встреча с Китаем. Сейчас они там договариваются, и вроде как до конца года. Ну или в начале 26-го так точно визит в Китай будет. Встреча имеется в виду не с Китаем совсем, да, с Си Цзиньпином. Но вот вы представьте себе Трампа на саммите ШОС. Это будет примерно то же самое. Так что он говорит о Газе? Стремился к тому, чтобы обеспечить прекращение огня в Газе. Нужно это нужно сделать. К сожалению, Хамас неоднократно отвергал разумные предложения о мире. Мы не забудем 7 октября.
И некоторые здесь, в этой организации, пытаются в одностороннем порядке признать палестинское государство, подпитывая лишь конфликт. Но это слишком большой подарок для хамасовских террористов за их зверство. Это будет наградой им за эти чудовищные злодеяния. В том числе 7 октября 2023 года. Они отказываются заложник освободить, принять прекращение огня, предложение о прекращении огня. Вместо того, чтобы Хамас так много давать, они и так уже много взяли, они очень много взяли. Но вместо Что много взяли? Ну, много, наверное, тут некорректный перевод. Что много взяли? Значит, Хамас уже ответил, и там объявили, что они всегда были за обмен заложниками, всегда за режим перемирия, за прекращение огня. Но Нетаньяху, злой тролль, в общем-то, украл этот горшочек с золотом и взаимоотношений с Трампом. Поэтому, Трамп, ты не на тех обижаешься. Посмотри-ка внимательно на Нетаньяху. Но я вот долго думал, а в чем же причина? Вот правда, в чем же причина? Почему, ну, вы знаете, есть там, да, и сегодня там у меня были эфиры прямые, что есть там сионисты, что есть вот этот Хаббат, что есть вот это вот религиозное ответвление в Израиле, а там лобби серьезное. Короче, что вот там это все пронизано, да, израильским духом, ну, не израильским в плане светского государства, а в плане вот этих вот достаточно, ну, таких радикальных элементов, к которым относится Нетаньяху. Но тут немножко интереснее ситуация. Мне кажется, что Трампа, вот он сегодня на Генассамблее ООН показал, как им управляют, как его направляют, как он выглядит и как формируют его мысли и речи. Я сравниваю вот это выступление с Зеленским. Да, вот этих Зеленским в президентском отношении с молодыми ногтями. Ему тогда тоже шептали на ушко, как Богдан. Ему тогда тоже подсовывали, давали представление. Он выглядел нелепо, потому что к нему люди шли, ну, как бы с вопросом «давай разберемся, Зеленский». А он там то пошел вон, разбойник, то еще какие-то моменты, то там начали крутить, а я вот пошутил, коммуналку понижать. Ну, это, я понимаю, что это было аж в позапрошлой жизни для очень многих зрителей, но я просто к этому времени отсылаю. Трампа лепят, и сегодня это было особенно заметно. Так вот, по поводу того, а как же его слепили вот сегодня, как же его слепили, вот в чем секрет, почему вот он, был же период отношений, когда Нетаньяху не устраивал Трампа, говорил: Нетаньяху, Биби, ты чё, я сказал перемирие, все. Письма Хамас писал Трампу, венесуэлец Мадуро писал письма Трампу. Какой ответ? Мы читали, мы ознакомились, мы стоим на своем. Трамп фактически отшивает всех как бы поползновения Хамас для того, чтобы каким-то образом, ну, хотя бы бой прекратить. И это все доходит до того, что Газу сносят и оккупируют. И там сейчас пресса пишет разная, западная, о том, что США как бы махнули и говорят: хорошо, Биби, оккупируй, что там тебе, Самария нужно, там западный берег, да, вот это суверенитет, он же этим грозил Нетаньяху совсем недавно, давай, занимайся. И откуда это? Ведь по большому счету Хамас, какие бы там они ни были ужасные, они, во-первых, проигрывают, во-вторых, жуть, что происходит в самой Газе с людьми. Сейчас пошел какой-то такой очень отстрел пропагандистский, я его называю. Значит, никто не говорит о геноциде, который признан, 4 из 5 пунктов. Все вот, не то что никто, имеется в виду отдельные там как бы ломы, и говорят, что да нет, Израиль очень гуманно воюет. Да нет там вообще этих потерь. Да успокойтесь, никто ничего, это все картинка. Да это все просто, то есть прям, не знаю, там сад цветущий в Газе устроил Израиль и вообще очень избирательно относится к уничтожению населения. То есть вот такой сейчас нарратив пропагандистский подсовывается. Это очень ложный нарратив. Но все-таки часть ответа, почему Трамп вписывается за Израиль. И это очень интересно, потому что Израиль как бы это, ну они же иудеи, да, они же там, но как бы это там же колыбель христианства вроде.
И с учетом движения этой годовщины, я надеюсь, что все страны будут считать вдохновением в нашем примере, что вы все присоединитесь к нам, вы подтвердите приверженность нашим ценностям. Эти ценности для нас крайне дорогие и важны. Давайте защищать свободу выражения мнения и слова, давайте защищать свободу вероисповедания, в том числе для наиболее преследуемых религий. Одна из них — это христианство, как вы знаете. Давайте защищать суверенитет и защищать те ценности, которые делают наши страны особенными. Значит, смотрите, ценности, христианские ценности, защита христианства, защита, а как бы мусульмане, ислам воспринимаются как угрозой, как наступление на христианство. Вообще все проблемы в Европе, Трамп же четко в этом же послании сказал: Европе все, кранты. У них ужасы, кошмары, вообще они там такие-сякие. Трамп, да, обезжиривает Европу, но в Европе там на самом деле идет такое мейнстримное мнение о том, что вот условно мигранты, приехавшие, вытесняют не просто белое население по принципу там белый, не белый, а вытесняют еще и по принципу религии. Вот вы христиане, получается, ну, как бы вымирающая религия, да, и представителей все меньше, все больше мусульман, поэтому порядки другие, только посмотреть на Британию, там вот, ладно, там эти министры, там женщину назначили, да, и она вышла из мигрантской семьи, так там просто показывают на улицах полицейские, мы же как привыкли, здоровые такие, там, такие щекастенькие, с веснушкой все, рыженькие, там, или светленькие, такие вот англичане, да, полицейские. Не, там уже тоже такие темненькие, все из полиции. То есть идет вот это вот замещение населения, идет, ну как, экспансия своего рода, а Трампу внушили, плюс вот эта вот недавняя процессия на похоронах Кирка, то есть, что это же мессианство, спасти христианство, ну или там не христиан, короче, спасти. И поэтому вот здесь вот такое отношение не к иудеям, там, не к представителям Израиля, а именно к Хамасу, письма которого Трамп не читает. И говорит: вы отвергли. Хотя они не отвергали. И сами об этом говорят: мы нет, мы готовы там обменивать, мы готовы к перемирию. Сейчас предлагали тоже перемирие, это все было отброшено. И, в общем, Израиль продолжает то, что делает. Да, его на этот крючок подцепили. Но многие ошибаются и говорят, что тема Палестины, ну, это все, это Сорос, и поэтому, если ты за Трампа, то ты против Палестины. Он не против Палестины, он против Сороса, плюс замешана здесь вот эта тема мессианства на христианстве. Ну, насчет христианства, как бы, кто бы говорил, сегодняшний день, ну, там разница часовых поясов, начался для Зеленского с ряда встреч. Ну, вот, например, встретился он в том числе и с Варфоломеем, Вселенским патриархом. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Ну, так вот. Closer to the end of war. Even today, I spoke wholeheartedly for the Muslim Tatars. То есть, смотрите, вроде как, смотрите, Зеленский, я же тоже за христианство. Я же вот с вашим американским вселенским патриархом, я же вот вась-вась. Более того, в последнее время есть сразу две публикации очень интересные. Они взяли одну там даму, которая занимается в офисе президента религиозным вопросом. И эта дама в профильных американских... Ну, там, во-первых, и Зеленский давал интервью американскому профильному. Профильную имеется в виду, рассчитанное вот именно на христианский телеканал. Или там христианское издание. И вот эта дама, которая занимается религиозными вопросами, она вообще посылает месседжи: мы любим вас, мы любим всех православных, никто не закрывает церковь. Но УПЦ все равно нехорошие люди, потому что они типа за Россию. Ну, то есть вот так вот мягко, через любовь сливают УПЦ. И это вот конкретно не вяжется. Проблема в чем? Вы думаете, что этого не видно? Это видят. Это видно, но это не слеплено Рубио, советниками и всем прочим. Значит, ну, по поводу христианства в Украине, это тоже отдельная история. Вот эта замечательная новость сегодня пришла. Значит, в Лаврском заповеднике озаботились вопросом, носили ли в 17 веке шаровары. О чем речь вообще? Значит, музейники зазывают украинцев
ну, прийти и примерить одежду, в которой ходили в 17 веке. Руководство Лавры сейчас надеются заинтересовать украинцев вопросами, каким был жупан казака, как выглядела катанка мента, и что такое плащ апанча, носили ли шаровары в середине 17 века. Слушатели смогут не только посмотреть, но и прикоснуться, померить отдельные реконструкции одежды, обещают в объявлениях. Почему подобные лекции должны проходить именно в древней православной святыне, а не любом из сотен более подходящих помещений Киева? Ответа, конечно, не дали, но вы же видите. Вроде ж как и по назначению историческая же памятка Киево-Печерская лавра. То есть максимально сейчас лавру, то есть это культовое сооружение, это религиозное сооружение, ее переводят в музейную историю. То есть там можно прийти, примерить жупан и шаровары. То есть работают же люди. Почему? Просвещают. Это же очень интересно. Так а почему в церкви? Ну, давайте на алтарь заберемся, поставим там, не знаю, там вот эти щеблеты, свои снимем, эти обуем, посмотрим, походим, селфи поделаем и узнаем о том, как в 17 веке одевались украинцы. Вот что такое на самом деле защита христианства и христианских ценностей. Но это пока некому, практически некому пока это донести. Как, собственно, некому донести ситуацию в Газе. Ну, взялся, собственно, это делать Эрдоган, но перед тем, как выступил на Генассамблее, он дал интервью Fox News. И он тоже говорит, что война будет долгой. Вы заметили, сейчас у всех политиков нарратив «война будет долгой», «война будет долгой». Короче, это все смахивает на консенсус, что Путину дадут долго, ну или сколько надо, или сколько сможет. Короче, довоевать. Якщо НАТО, якщо Сполучені Штати, якщо союзники не зупинять вла Володимира Путіна, як ви думаєте, що станеться? Ви вважаєте, знаючи Путіна, що він продовжить в Україні та в інших місцях? Наразі, як ми знаємо, людські втрати України та людські втрати Росії, коли ми дивимося на це, людські втрати Росії зросли. Серйозно зросли? Коли ми дивимося на це з Это не Эрдоган, это автоматический перевод. фінансової точки зору, ми можемо побачити особливо, що Україна не може економічно конкурувати з Росією. Але ми також повинні бачити, що Європа надає... Я не думаю, що Європа буде надавати економічну допомогу Україні вічно. І наразі ця підтримка не надається, і Україна страждає внаслідок цього. Наша надія полягає в тому, що підтримка продовжиться. Але в той же час Сполучені Штати, я не знаю, як довго вони надаватимуть цю підтримку. Я не можу це оцінити. Ти думаєш, війна скоро закінчиться? Я насправді не вірю, що це станеться. І це не є добре для світу. Це не хороші новини, і ми думаємо про це в такому ключі. Це важко на наших серцях. Ну, тяжело в сердцах, конечно, всем, но это я просто зачем показываю вам Эрдогана и рассуждение его о войне, не потому чтобы, типа, смотрите, он подтверждает, что война будет долго, то есть тезис с Трампом одинаков. Он говорит о том, что у России большие проблемы в экономике. Говорит. Однако он после фразы экономики как бы продолжает мысль и говорит, что, Европа Украину не будет поддерживать вечно. Нет, Украина, да, она не может тягаться с Россией экономически. Вот этой России, которая упадок, которой все плохо. Ну, вот так же нам преподносят, зацепившись за слова Трампа, ну и Эрдогана тоже, как бы ситуацию в Российской Федерации. Все же говорят, вот какой ущерб. Ущерб. Война это всегда ущерб. Эти деньги могли бы пойти не на танки, пушки, а на какие-то там новые технологии. Все это понимают. Но они идут туда, развивая вот этот сектор, и поэтому... Но Украина может потягаться? Нет, все это признают. На Генассамблее ООН вообще, конечно, видно вот эту разницу, да, разницу политиков, вдумчивых, невдумчивых, те, которые заявляют, те, которые что-то, пытаются сказать. Кароль Навроцкий отличился. Что такое? Что происходит в кулуарах Генассамблеи? Представляете, это раз какой-то помощничек такой, молодой поляк ему, раз что там, ручку пожал как-то интересно. Ага. Опа! Оп! Жвачка.
Короче, это никотиновые жвачки, вот эти снюсы, там, это табак, который, ну, влажный и там под губу, в общем, как бы, ну, чтобы не бегать, хотеть курить, вот такая история. Жутко вредная вещь, причем, ну, я знаю, что в Украине, я не знаю, то есть я с таким не сталкивался, чтобы это было модно, но был период определенный. Там в Российской Федерации за это прям гоняли, полицейские, молодняк, вот это все. Но это президент Польши. Ну, вот такая атмосфера. Понимаете, то есть, ну, вот поляк. Тут у него война на пороге, тут дроны летят. А тут нормально, снюс, раз, оп. Приход поймал, все хорошо. Типа, ну, вот такая вредная привычка у человека. Ничего военного вроде, но сам факт. Это все сняли, увидели, проследили операторы, поняли, елки-палки, вот это мировое лидерство, вот это товарищи. По поводу мирового лидерства, откровеннейший позор. Позор из позоров. Это просто... Обычно вообще, смотрите, обычно такую хрень не показывает никто. Но... Тут же очень интересно, когда с тобой случается что-то незамысловатое, нужно это все преподнести и выложить в соцсети, тем более с тобой постоянно 24/7 пиар-служба, там эти все фотограф, ну, имеется в виду камера, какой-то там звук, чего-то где-то, если что, быстренько тебе прицепят. Ну, это такой, знаете, ну, как Лёшка Гончаренко, депутат Рады, да, у него всегда там с собой эти штатив, селфи-палка, там все это, телефоны, пауэрбанки, он постоянно готов себя снимать, выступления в Раде, микрофончик, петличечка, ну вот такой. Я думаю, кого он мне напоминает? Вот в чем, вот что-то вот есть подобное. Слушайте. И причем, пожалуйста, про ориентацию не пишите в шуме, не шумите про ориентацию. Мне Лёшка Гончаренко, депутат, напоминает Макрона. Он сегодня просто опозорился на подъезде к Генассамблее. I'm sorry, I'm the president. I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. Значит, что происходит? Вы думаете, что это гаишники остановили, тут хотел ему 20 евро сунуть, а тот не берет? Нет, все гораздо сложнее. Значит, его остановили, но он же Макрон, ну, этот петушок, имеется в виду символ свободолюбивой Франции, и он выходит с таким, в чем дело? А тут же камеры везде, все, это же... Ехал кортеж, значит, на Генассамблею, а ему говорят, стоп-сигнал, прижмитесь к бордюре. Ну, такие, ну, выходит Макрон, начинает общаться. Короче, ехал кортеж Трампа, поэтому Макрону сказали, США, стоять, сейчас он проедет, батя проедет, а потом ты езжай. Вот так. Тут говорит, подождите, что такое? Я французский президент. Вот меня снимают, всем так весело. Они делают вид, что им весело. Им ни хрена не весело. Это позор, это унижение любого протокола. Каждый маршрут, каждого главы государства, даже если их там 145, 150, 300, хоть и столько стран нет, они... просчитываются по времени, все знают, что выезжаешь отсюда, встречают там. Что делает Макрон? Хорошую мину при плохой игре начинает звонить Трампу. How are you? How are you? Это не в смысле я кушаю или я стою. Он звонит Трампу на мобилу, говорит, Трамп, елки, слышь, меня тут остановили. Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Этот кадр я вообще не понимаю, к чему. То есть, у меня сразу первая мысль, это что, его пешком заставили идти. Ну, Лёшка Гончаренко, ну, елки, ну. Вот какие у нас лидеры. Это, между прочим, глава ядерного государства Франции. Могущественной, свободолюбивой, действительно, без приколов над французами, великой страны. Ну, там, революцию подарила она нам, многие вещи культурные, там, и
в политической культуре тоже. Ну вот, смотрите, это вырождение, получается, политической культуры. Вот он ходит, позвонил. Я, знаете, как вот что я подумал? Ну, я не знаю, напишите в комментариях. Я попытался, ну, я такой, зря я, наверное, я пытался проверить. Ну, мы, наверное, это узнаем потом, наверное, когда Левит будет, выступать и отвечать на вопросы. Вряд ли там с Урсулой встречался господин Трамп, и ему эти вопросы задавать не к чести. Но мне вообще кажется, что и разговора никакого с Трампом не было. Знаете, вот это берут пустой телефон, типа вот это вот. Алло, да, секундочку, вот так вот. Я тут стою, привет, как дела? Мне кажется, что он вообще исполнил это. Ну вот почему-то так кажется. Ну представьте, Генассамблея, там секретная служба, меры безопасности, едет кортеж. Кортеж только что проехал у него перед носом, а тут берет, набирает, типа, по мобиле. Ну как-то это все несуразно смотрится. Нет, может, я высокого мнения об этих людях, но тем не менее, ну послушайте, ну елки-палки. Ну вот это шоу, да. Вот сейчас, кстати, я показывал вам, как в прошлом шуме, по-моему, сейчас Гончаренко, он вот эти пародийные обращения записывает. Ну, типа шуточные. Типа он это Зеленский, и вот там он, ну, только так вот, на фоне стенки, вот это все. Мне кажется, что это что-то подобное. Вот тянет все-таки этих людей к какому-то перформансу вот такого рода. Но, опять-таки, это мое предположение. Может, и правда звонил, а Трамп взял, говорит, ну что ты, ха-ха-ха, я тебя обогнал, давай, у тебя там водитель, ну, короче... Лошадок маловато. Может, и правда решили вот этим заняться, но я очень сильно сомневаюсь. А серьезном по поводу Генассамблеи, я действительно и обсуждали на канале мы с гостями, и вы видели, что тему Газы, Палестины очень серьезно поднимают на этот жупел. Тема Палестины является, на мой взгляд, исключительно вот одним из элементов, как Трампа стоило глобалистическое засунуть. Поэтому все быстро проголосовали. Откровенно говоря, это удручает. Народ страдает, народ над ним издеваются, людей и так нищих, и так вот это все обманутых, ужас. Их еще и морят голодом, их еще прогоняют со своих земель. В общем, кошмар что. И только когда фактически их прогнали, тут, видите, повсплывали там Австралия, Канада, Британия, вот эти все, скажем так, люди... Мелони, ну, премьер-министр Италии, она отказалась поддержать признание Палестины, и вот что получила. «75 городов». Это конкретно вокзал в Милане. 75 городов протесты. Все крушат, громят, все как положено. С полицейскими там дерутся, их вытесняют и так далее, и так далее. То есть вот такой момент достаточно напряженный. Но Мелони вышла в паблик, сказала, Италия не будет признавать. Оно и понятно. Ну, понятно почему. Она хоть какая-никакая, со странной мимикой и тоже, но она все равно правая, она ждет усиления правого блока в Европе. Она его ждет. Она вот этих, там, братья-итальянцы вот эти, да, она вот оттуда. И она тоже надеется сыграть в игру и с Трампом и подключиться к условному там Орбану, Трампу, Фица, вот к этим правым. Она дождется АДГ, например, там, когда, ну, поднимется. Или какой-то, ну, там, не Ле Пен, конечно, а какой-то другой представитель во Франции. То есть она вот ждет вот этого всего пересмотра, тем более, что... Ну, давайте так, откровенно, то, что делают эти протестующие, это, конечно, ужас. Да? Такой красивенный вокзал, Милан, а они вот это все, как говорится, издеваются. На этом заседании Генассамблеи, конечно, там выступил и представитель Иордании, руководитель Иордании, и ряд других государств. Выступили ярко, выступили против Нетаньяху. Но, конечно, ярче всех это Эрдоган. Вот что он, собственно, сказал по этой ситуации. И я вот тут немножко Порошенко даже вспомнил. Порошенко, это и Зеленского. Помните, Зеленский в овальный кабинет принес фотографии, там, чтобы на них все смотрели. Эрдоган тоже фотографии принес. На 365 квадратных километрах. Но что происходит? Каждый день из одной точки им нужно перемещаться в другую.
Медицинская инфраструктура, инфраструктура здравоохранения полностью потерпела коллапс в секторе Газа. Врачей убивают, машины скорой помощи, больницы. Невозможно лечить людей, невозможно операции делать, невозможно лекарства найти. Сердце обливается кровью. Так какое большое сердце у Эрдогана, да? Ну, вот большое. Оно обливается кровью по поводу Украины и по поводу Газа. И, ну, к чести, кстати, Турции, нельзя сказать, что они по типу европейских своих товарищей сидели, ничего не делали. Они там предупреждали, когда по Катару били их разведка, чтобы не убили всех переговорщиков от Хамас. Большое количество грузов гуманитарных отправляли. То есть они хотя бы что-то делали. И вот такого пиара, бешеного пиара, это тоже, кстати, надо заметить, не было со стороны Турции вот этой темы. Вот эти палестинские флажки, вот это все, митинги, протесты. Нет, поначалу было там пару митингов, все. А вот этот вот ужас, который сейчас происходит по Европе, перманентный, там не было. Однако, как бы сердце кровью не обливалось, никто ничего не сделал, палец на палец не ударил. Трамп же остановил эту войну. Интересно, она же вот среди тех 7, которые он себе, так сказать, в гандикап вносит. Но вернемся к Зеленскому, война которого никак не остановится. И знаете почему? Вот почему. Знаете, кто это? Нет, это не учительница первая его. Это не знаю, там, теща. Это, хотя, в принципе, может, и теща, как бы, политическая. Это нет. Это Кристалина Георгиева, распорядитель МВФ. Смотрите, как... Вот вы должны же это видеть. То есть мы начинали наш шум сегодня с того, что на эмоции Зеленского, как он говорит, как он разговаривает. Смотрите как. Дай, а Кристалина даст. А Кристалина видит, что сейчас наступает время там, МВФ, Мирового банка, вот этих всех фондов классических, которые там раз миллиардик и условица какие-то напишут, и будут... Это ее время. Кристалины, кристально чистые глаза Зеленского просят одного. Денег, которых не хватает даже на войну в этом году. Ну, Ермак в своей паре, там обсуждать его нечего. То есть вот что важно. Вот что важно. И это видно, как вот как прям из кожи, да, вот из кожи дай денег. Вот. Вот такая вот манера. И вы видите, как он вышел после разговора с Трампом, который длился 45 минут. Урок. Время урока. И вот какой он на этих встречах. Мы не видели, какой он за закрытыми дверями. Но то, что мы увидели с Трампом по выходу, ну, как бы это совершенно другие эмоции, согласитесь. А в Украине, в принципе, что в Украине? В Украине всех приучают к одним и тем же эмоциям. Это эмоциям скорби. Казалось бы, Майдан Независимости. И так превращен событиями 2014 года, ну и вот сейчас продолжающимися в кладбище, или как в мемориальный комплекс. Да, там выставлены там, тех, кто погиб в 2014 году на Майдане, вот эти, ну, плюс-минус облагороженные. Правда, музея памяти так и не построили, проворовались, ничего не смогли там слепить плюс-минус путнего. Но ничего страшного. Как говорится, флажки повставляем, фотографии, свечки поставим, и вот это все, так сказать, будем гостей водить. И, ну, гостей-то водят, но как-то некрасиво получается. Вроде ты гостей приводишь на Майдан Независимости, они скорбят. А сам чего? Свершилось. С сегодняшнего дня в сердце Киева на Майдане, Крещатике, ну, то есть Майдан, площадь Независимости, Крещатик, тот, о котором пел Павел Зебров, его будут в 9:00 перекрывать на минуту молчания. Вот как это было в первый раз.
Значит, обязательно должны найтись какие-то люди с картонками, на которых, или там плакатами, которые, ну, самодельными, которые написано, что там минута молчания, это очень важно. Долго они добивались этого, долго, чтобы все, так сказать, как один в 9:00. Ну, просто это такая традиция, она пошла, такая, это телевизионный формат. Обычно на всех радиостанциях, ну, просто мало кто включает там телевизор, условно, в 6 утра или в 5 утра. Ну, это всегда так было. Играет гимн. Ну, потому что война, телемарафон, гимна одного мало, надо, собственно, еще и минуту молчания. Поэтому во всех садиках, там, вот, школах, там пытаются вот это все вводить. То есть, пришли детки, гимн послушали, почтили память, все. Выполнили свой гражданский долг, и теперь грызть гранит науки. Но теперь это все распространяется, и по телевизору точно так же выбрали время 9:00, то есть идет утренняя программа, утренний блок новостей, потом переход к самим новостям, и вот через этот переход давайте вспомним всех, кто, ну, всех, кто умер, да, всех, кто погиб, всех, кого забрала война. И в телевидении это нормально. Но у нас же страна телевидения, поэтому все должны в 9:00 встать. И вот пример показывает центр города. Добились вот эти активисты, чтобы это все-таки утвердили. Выходит полицейский, поднимает знак, ну, свой хвост зебры, все, говорит, всем стоять. И все стали. Интересно, знаете, будет дальше, как это будет развиваться. Ну, мне прям очень интересно тоже. Многие отметили, подождите, ну, видите, кто-то вышел из машины, а там же это все пойдет дальше. А что ты сидишь, вот это раскопустился, ягодицы греешь на своем там мягком, там своей алькантаре или там ткани или коже в своем салоне автомобиля? Давай выходи. А вышел, а что вышел? Ну, стоишь грустный, давай на колено. Ну, вот к этому может все идти. Ну вот теперь так каждый день. Начинается, скажем так, история. Зачем, здоровый вопрос нормальных людей, идет 4-й год войны? Почему сейчас? Ну вот, почему сейчас? Ну что там? У нас взяли ядерную бомбу, бросили, не дай бог, конечно, там куда-нибудь на какой-то областной центр, или там как-то вот снесли все как газу. Хотя похожие пейзажи, конечно, в городах Донбасса они наблюдаются. Сейчас мы видим и Константиновку и так далее. Почему сейчас? Но кто-то говорит, ну, может, выборы? И все думали, что выборы. Нет. Это чтобы никто рот не открывал. Это для того, чтобы все, ну, были в этом, как бы, эгрегоре, да, вот это все. 9 часов встал, а потом это как привычка будет. А как привычка, а потом поди как-то от нее избавиться. Это как вот это там, да, сила привычки, 21 день, как вот бросить курить. Не покурить 21 день, потом будет легче. Ну, редко кто, и все равно. 9 часов, вот это все. Как собаки Павлова. Правда, бывают иногда такие казусы. Сегодня очень поразил всех экс-советник Мариуполя, мэра Мариуполя, Андрющенко. Он теперь возглавляет Центр изучения оккупации. И, представляете, на полном серьезе в эфире хвалит Сальдо, которого иначе как прокремлевским прихвостнем, гауляйтером в Украине никто не называет. Ну, это руководитель Херсонской области, части Херсонской области со стороны России. Сальдо, украинский бывший политик тоже. Он его хвалит, с одной стороны, а с другой стороны, внимание, говорит, надо дать воду на Донбас. Продовжує мовчати, росіяни продовжують нас перегравати, на жаль, на інформаційному полі потрошки. Про що йдеться мова? Що таке водна криза? З інформаційної точки зору, як ми мали би це використовувати? Смотрите, это сейчас будут советы идеального зла. Ну или умничание Андрющенко. Во-первых, он особо нигде не светился, только его там телеграм-канал публиковал разные вещи. А сейчас он решил как бы сам озвучить. Ну давайте дадим ему шанс. Ну, по-перше, це перший раз, черговий раз, коли українська влада мала би проявити увагу до людей, які знаходяться на окупованих територіях, і звернутися до них напряму. От ми з вами починали з Сальдо, він зрозуміло, що він абсолютний подонок, як накрутив, він сволота, але він щодня звертається до мешканців Херсонщини, яка знаходиться під українським контролем. І я вам скажу, що це має психологічний вплив, достатньо серйозний, тому що українська влада до них не звертається. Представляете? Сальдо
каждый день обращается к херсонцам, которые, ну, с другой стороны, по ту линию фронта, к людям, не к солдатам, там, никаким, к людям, просто обращается к ним, да, вот херсонцы, там, в Херсон, в сам город, а наши не обращаются ни к кому на той стороне. Ну, така сама історія з окупованими територіями. Треба було звернутися найкращий варіант. Там зараз, особливо в Донецьку, де просто катастрофа. Ну, просто катастрофа. Це неможливо навіть осягнути, мені здається, що там відбувається. Почули би цей голос, наш голос, який би казав би їм щось, як ми бачимо вирішення цієї кризи. Що ми могли би казати, мали би казати, і до чого це можна призвести? По-перше, ми мали би наполягати на тому, що це дійсно криза, що дійсно криза спотворена війною, і що ми готові, як країна, врятувати наших людей, для порятунку наших людей. Оголосити, наприклад, водне перемир'я по території, де проходить канал Сіверський Донець, в якому, власне, і вся причина і проблеми полягає, по суті. Що ми готові, як сторона, яка дбає про своїх громадян, які знаходяться в окупації, про що не можуть подбати росіяни, провести інвентаризацію з нашого боку обладнання, якщо росіяни... Значит, смотрите. Он пытается вдаться в детали. То есть есть канал Северский Донец, да, Донбасс. То есть этот канал проходит через Донец, на Мариуполь идет. Донецк на Мариуполь, вот так. Понятно, что он перебит, перекрыт. За этот канал велись бои, то есть там проливалась кровь, россияне переходили этот канал. Он на самом деле небольшой, но все равно преграда, то есть там для техники, для всего. Что он предлагает? Значит, мы со своей стороны оборудование там, все, ну, на оборудование какое, насосы, да, с Северского Донца качать воду туда, на юг. А они там как бы со своей стороны. И вот такое вот водное перемирие. Ну, крутое же предложение, правда? З того боку, тому що спеціалісти у нас. Якщо ні, пусть вони з того боку, по лінії фронту, яку вони контролюють, проводять обстеження обладнання. Ми готові знайти спільне рішення на сьогоднішній день для того, щоб провести відповідний ремонт, реновації і пустити воду, забезпечити цю воду людям, а після того цю зону оголошувати разом як демілітаризовану. О! То есть, вот тут же самое интересное. А потом объявлять эту зону как демилитаризованную. Смотрите, я вот тоже долго думал, с чего вдруг такое щедрое предложение. Ведь обычно, даже в Крыму, да, вот мы помним 2014 года, Украина там перекрывала воду в Крым. Я помню, открыть краны, ну, шлюзы имеется в виду, туда, в Крым, предлагал Шмыгаль еще на позиции премьер-министра, это в первый год, там, условно, президентства Зеленского. Шмыгаль. То есть, тогда была надежда, что все будет хорошо. Но это игры. Это и будет игрой в эти территории. Ага. Запорожская АЭС. Ну, смотрите, без Украины она не может. Поэтому тут типа демилитаризованная зона, но она наша. Здесь, смотрите, канал. О, так это наша. Это выгодно, ну, во-первых, продать населению, представить как победу, представить, как, что мы освободили. Да, демилитаризованно, но мы освободили, наши специалисты и так далее. Короче, закручивается новая игра. Эта игра закручивается не просто так, потому что Трамп, вот мы на него сегодня посмотрели, злого, да, на чужой площадке, он может тупнуть ножкой и сказать «ша», и все быстренько побегут исполнять вот этот обмен землями. А предложить-то нечего. А вариант перехитрить, вот он, смотрите, канал, демилитаризованная зона. Ну, типа Украина ж Украина. Сегодня всех поразил тоже еще бывший главный космонавт Рогозин. И вот если двигаться такими традиционными способами, как мы сейчас двигаемся, да, то есть в основном вся война идет в тактическом звене. Это что такое штурмовая группа? Это 3-4 человека, 5 человек, да. Значит, мужики где-то, ну, наверное, возраста примерно близкого к нам, да. Вот, потому что молодежь-то она у нас айтишники, там они там у нас где-то защищены там всеми и так далее, да, пирогами. Вот, и вот эти вот мужики по степи, которая вся заминирована, да, где дроны с разных сторон жужжат, увешанные броней, там увешанные, значит, и у него автомат должен быть, и боекомплект должен быть у него под этот автомат, и одновременно на гладкоствол, чтобы отстреливаться от дронов, и еще и рэп, и вот это все. Встать с этим невозможно, со стула, а не то, что идти куда-то наступать. Это очень сложно. А если техника появляется, любая военная, в зоне там, 20 километров ближе к линии боевого соприкосновения, она будет сожжена. И нами у них, и у них у нас. Вот и все. Вот он тупик-то в чем? Значит, в чем проблема позиционной войны? То есть силы примерно равны, да, по оснащенности, по подготовленности, извините, даже по мотивации. Потому что там накачан, там тоже... Нет, там накачан. Слушайте, там русские люди, понимаете? Нет, там говорят только на русском. Да, мы их там гранатами закидываем, они кричат, русские не сдаются, понимаете? То есть, грубо говоря, если
Вот Херсонский, например, там фронт, там Днепр, там к берегу не подойти. Они подходят к берегу, мы их убиваем. Мы подходим к берегу, они нас убивают. К берегу, не то, что на воду там сойти. За острова идет очень сильная кровопролитная борьба. Вот за эти Херсонские острова. И вот каждый день, я вот сейчас вот приехал к вам, да, я сегодня с утра опять был там у себя на пункте управления. Вот у меня там плазмы висят, эти, значит, экраны. И я вижу, значит, картинку с наших дронов. Вот выжженный, как гнилой зуб Степногорск. Вокруг просто поля голые. Лесополос уже нет. Там заяц появится, я его увижу, а не то, что человек. Вот как двигаться, вот этот, пройти вот этот маршрут, на чем? А техника, она будет подорвана, потому что все дороги заминированы. И нами, и ими, дистанционно, и не только дистанционно. Ну, вот такой тупик, по словам Рогозина. И все это, в принципе, понимают. Но возникает другой момент. И, кстати, очень важный вопрос. С точки зрения там понятных там больших бросков, этих бросков мангуста, вроде как тупик. Но с другой стороны, ну, каждый день мы видим и слышим новые населенные пункты. Каждый день вот таким макаром, тихой сапой это называется. Ну, вот сегодня, например, переездная Донецкая область, это Лиман, вот здесь, да, то есть, ну, по крайней мере, объявила российская сторона, что они в него зашли и его взяли. Это вот клещи уже идут как бы к Северску, да. Очень тяжелейшее направление, потому что там Серебрянское лесничество чуть выше, ну и вообще вот такая диспозиция. Да, остается выжженная земля, выжженное поле, поля, городов нет, потому что везде, потому что никто не отступает из городов, и нет такой моды, условно. Есть опасность, жизненная опасность городу, что города больше не будет, значит, армия отступает. И ждет следующих там возможностей контрударом выдавить обратно. А та армия, которая забрала город, она там, она бережет этот город. Не берегут города. Причем не украинская сторона, не российская. Вот что меня удивляет. С одной стороны, ну как это? Понятно, что там это вот прям с Мариуполя началось. То есть стирают, все просто сносят. Но Мариуполь хоть отстраивают, да где-то там что-то латают, да, то есть, а с украинской стороны что? Ну, то есть, мы видели большие восстановления, например, Изюма, который был деоккупирован в 22 году. Нет, ну какие-то восстановления есть, раз латают в Лимане, на дорогах латки ставят, потому что это же ямочный ремонт, как же, тут война 5 километров, а тут ямочный ремонт, надо же успеть. Но по большому-то счету, природа войны жестокая и, очень и очень тяжелая. Ну и, понятное дело, наступление, которое идет. Значит, вот Марьяна Безуглая говорит, россиян не остановили в Днепропетровской области, наступление продолжается. В общем, все как всегда. Ну и вот свежее заявление там расходится от президента Трампа. Прямо, как говорится сейчас. Давайте к нему вернемся, потому что ему, собственно, не спится. После того, как я познакомился и полностью понял военную экономическую ситуацию между Украиной и Россией, я также увидел экономические трудности, которые вызывают у России, я считаю, что Украина при поддержке ЕС находится в положении, чтобы бороться, вернуть всю Украину в первоначальном виде, со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы. В частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет? Россия уже 3,5 года бессмысленно ведет войну, которую настоящая военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю. Это не красит Россию, на самом деле это очень сильно выставляет ее в роли бумажного тигра, когда жители Москвы и всех крупных городов, поселков, районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, поймут, что им почти невозможно получить бензин из-за длинных очередей, которые образуются, и обо всех других проблемах в их военной экономике, где большая часть денег тратится на борьбу с Украиной, которая обладает великим духом и становится только сильнее. Украина сможет вернуть всю страну в ее первоначальном виде, а может быть и пойти дальше. Путин, Россия находятся в серьезных экономических проблемах, и сейчас время для Украины
действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что хочет. Всем удачи! А как? Разрывает сейчас просто. Вот просто разрывает прямо сейчас все, скажем так, патриотические и разного рода пропагандистские ресурсы от этого заявления. А что же оно значит? А почему? А что да как? Это же надо взять и вот такое заявить. Украина вернет, Украины по силам, Россия разваливается. Класс! Вот это я понимаю. Все так. Все. Давай, Зеленский, давай. Это верный путь. Европа тебе поможет. Европа тебе сейчас сдаст. Европа все сделает. Вот это я понимаю. Супер. Что же стоит за этим заявлением? Что происходит? Как так? Взять и назвать Россию бумажным тигром. Вот, уже полетели там. Заявление Трампа свидетельствует о полном изменении его позиции в отношении российско-украинской войны и мирных переговоров. Все, вот это поворотный момент. Вот она, судьбинушка, вот как развернулась. Очень хорошая встреча была сегодня. Она была, наверное, наиболее наполнена, сказал Зеленский на встрече с Трампом. Все там, как бы завершилась встреча. И после встречи взял Трамп и вот такое, как написал. Вы представляете? Все поменялось. Ладно, долго я слишком, интертейментом занимаюсь. Трамп ушел. Трамп ушел. Аривидерчи, малышка, сказал Трамп. Трамп ушел, подбодрил Европу, подбодрил Украину, говорит, давайте, все нормально. Все отлично, у Европы хватит денег. Это же насмешка. Это не просто насмешка. Ребята, я вам сегодня в начале шума говорил, что Трамп играет. Трамп игрок. Трамп вот это... Так Трамп сыграл лучше Зеленского. Что там они в Нью-Йорке снимали? «Любовь в большом городе 2», по-моему. Лучше сыграл. Это потрясающе. Все, бумажный тигр, все вернет. Украина при поддержке ЕС вернет, и НАТО поможет ей. А Трамп не поможет. Трамп продаст оружие, конечно, но Трамп умыл руки. Вот этот пост можно считать точкой. Но вы же помните, что было до этого поста? Он говорит, вы доверяете Путину? Через месяц. Я дам ответ через месяц. Вот такой вот поворот. А тем временем уничтожают Запорожье. Вот такие прилеты были сегодня, вчера. Вот так это выглядело до этого взрыва. Еще один, 2! Украина становится только сильнее. Особенно это чувствуют в Запорожье. Особенно там. Причем интересно, что только сильнее становится Украина. Нет, понятно, что дроны летят и по российской территории. Вот сегодня Белгород атаковали, попали в, собственно, попали в многоэтажку. Вот этот прилет непосредственно. Попали в многоэтажку, влупил дрон. Заправка тоже в Белгороде вот пострадала. Били по заправке, попали там в здание рядышком, поэтому там не было большой этой истории. Диверсионные работы, серьезные у Украины на той стороне. Сейчас вот сегодня произошел такой размен по диверсиям. Значит, с одной стороны, да, был удар по Форосу, кого там умертвили и кого ранили, особо не называют, потому что там ресторан, Форос, ФСБшный, санаторий, в общем, все говорят, жирная цель какая-то была, жирная цель. Сегодня сообщила Минобороны России, что ударили по Татарбунарам, по Одессе, вот туда, Одесская область, тоже в ответ как бы, а там они поразили кого-то там,
не знаю, каких-то натовских солдат. И вот так это все происходит. Вместе с диверсиями. Вот сегодня поймали 33-летнего мужчину и 55-летнего его отца. Там против людей всех? Каких людей? Нет, я за людей. Ну за людей, а зачем ты себя ножом ударил? Кого было именно? Я Кто против бы- зла. А кто зло наносит? А кто тебе зло наносил-то? Скажи, кто... Система. Как давно вы занимаетесь своей деятельностью в целом по совершению диверсий? С начала 23-го года. И вы решили помогать не участием, да, в открытом вооруженном конфликте, там, со стрельбой и так далее. Вы инициативно установили контакт с представителями Украины как-то с помощью каких-то мессенджеров, я так понимаю. Именно так. Расскажите поподробнее, как это все происходило, какие мессенджеры вы использовали? Ну, первоначально это было обращение в бот Telegram определенный. Там мне была назначена встреча после того, как я заполнил анкету. Эта встреча не состоялась. После этого со мной была проведена еще одна беседа, и мне предложили вернуться в Россию. А беседа проведена также в онлайн-формате, да? Да, А почему встреча не получилась? потому что меня не пустили в страну, где я должен был ее провести. Подскажите, пожалуйста, вы сами выбирали объекты посягательства, объекты диверсии? Либо же вам подсказывал ваш, ну как его назвать, куратор, возможно, или человек, который вам просто помогал в выборе? В конечном итоге цели всегда выбирал я, по приоритету того, чтобы они были связаны с логистикой, с нефтегазовым сектором. СЖД, СВО – это черный день для меня. Это просто то, чего не должно было быть. Ну вот так. Это диверсанта, собственно, приняли, это он разоткровенничался, я против системы. Поэтому, смотрите, я не знаю, как там насчет того, что Украина все вернет. Ну вот правда не знаю. И ну, это действительно такой это элемент прощания. Это расстаются друзья, остается в сердце праздник на самом деле. И Трамп поставил в сердце праздник многим, кто сейчас, ну как бы, да, заряжен этой потужностью. Но дела-то скудные, дела плохие, дела ой-ой-ой, денег не дают, оружие продают, но денег не дают. Но Европа, говорит, даст. Ну а что, Трамп с Урсулой поговорил, Европа выделит денежку. И будете дальше воевать. И все нормально, и все замечательно. А Россия там поплатится, бумажные тигры, все такое. И диверсии, и дроны, и все это там обрушится на Россию. Вот как-то так. Поэтому, собственно, вот эти все провокации, и много сейчас есть разговоров о том, что будет что-то в районе Прибалтики, что-то в районе Приднестровья и Молдовы, там выборы еще, в общем, особая такая напряженная атмосфера. Это все будет подчинено вот этой борьбе. Трамп умыл руки и пожелал всего наилучшего. Если бы, условно, была другая история, приехал бы Путин к нему, ну, гипотетически такого бы не было, но гипотетически просить там денег, санкций и все остальное, он бы уходил от Путина точно так же. Сказал, вы вообще сделали неимоверные вещи, вы такие молодцы, все, я ушел. Трамп это как, ну, мужик, который просыпается утром, пытается слинять, но женщина увидела, а ты куда? Он говорит, ты великолепно, просто, все, персик, у тебя все получится в жизни. И убежал, и дал дёру. И потом будет отвечать или не отвечать на смс-ки. Вот что за громогласное сегодняшнее заявление Трампа. По крайней мере, видится оно на фоне всего происходящего именно так. Так, а в чем Украина сильна, как никогда? Наверное, внутри сильна, как никогда. Это да. Вот, например, очень сильный начальник ТЦК в городе Смела. А ви відмовляєтесь швидко пропускати? А ви хто? Будь ласка, Ви хто? я забороняю завести. А я відмовляюсь. Значит, смотрите. На территорию военной части ТЦК, да, то есть пытаются заехать скорые, там плохо там, человеку, да, а он не пускает. Это РТЦК города Смела, Гетьманец.
люди просят как бы сделать его популярным. Да, пожалуйста, вот он гетьманец. У него очень классная патриотическая футболка. На ней есть там надпись «На Москву». Да, то есть все там на Москву и так далее. И он говорит, ну пусти же скорую, ты, нелюдь. Заборонять. Виключіть поліцію, ваших колег. Ви І нехай я людина. Я людина. Ну. То що я должен писати? Я людина, як ви людина. А ви хто? Я людина. А чого ви не пропускаєте працівників швидкої Це сказав, що я не пропускаю. Да. Ви заявляєте це офіційно? Мені безпечник що сказав. Хто камеру. безпечник? М? Хто безпечник сказав? Ви відмовляєтесь Ну, хто пропускати сказав? швидку? Я вам ще раз запитую, ви відмовляєтесь? І чого відмовляюсь? Ви ж Хто ви командир, такі? ви командир військової частини цієї? Хто сказав, що я командирської частини? Я вас запитую, ви командир цієї? Беріть телефон, і що? Я так не знаю. Молодець. Будь ласка. Ми зараз будемо говорити, або зараз це чесно. Ну вот как-то так. Потужно же, потужно. Командир военной части, ну красавец, что тут скажешь. Вот берут у другого ТЦКшника интервью. Я вот предлагаю прямо насладиться этим моментом. Початку війни були черги перед військкоматами, було багато добровольців, всі хотіли йти захищати батьківщину. На жаль, на сьогоднішній день цього немає. Боже, деточка, говорит, вот все так хотели защищать родину, а сейчас этого нет. И обращается же, говорит, ну а что такое? А то ж, я не знаю, сколько ей лет. То есть, это вот если минус 4 года, это сколько ей там? Сколько? 16, наверное, было, когда началась война. И вот она к дядечке, деда, расскажи. Ведь недаром Москва, спаленная пожаром. Чому, на вашу думку, так склалося? На мою думку, це люди, той актив, які були свідомі, які розуміли, за що вони борються. Ці люди вже або в Збройних силах, або, на жаль, їх серед нас вже немає. А ті, хто залишилися, ну мені, знаєте, ну трошки і смішно, а з іншої сторони їх і жалко. Тому що це наша держава, ми це розуміємо, а вони цього не розуміють. Я заходжу в магазин, що я заходжу днем, і що в місто виходжу, там я людей такого мобілізаційного віку фактично немає. А по статистиці ТЦК сповіщення населення для уточнення даних там до 5 години, до 6 вечора, а вже виходжу 19-20 година, вони всі виходять з дому, вони виходять на прогулянку. Це дуже помітно, тому що в них немає загару, вони всі такі біленькі, сонця не бачать. Ну ж таки, я не розумію, коли на переході стоїмо і під'їжджає машина, одна, друга, вікна відкриті, там люди призовного віку, молоді, і в них лунає там російський шансон, російський реп, а тут поруч стоїть, от такий момент недавно був, стоїть жіночка в платочку чорному. Це мама, швидше всього, загиблого якогось військовослужбовця там, чи дружина, і вони цього не розуміють. Вот так вот, понимаете? Русский рэп, русский шансон, а тут в платочке в черном женщина. Вот не понимают они. Вообще-то вообще не загорелые какие-то. Лето прошло, а они не загорелые, потому что вечером только выходят на улицу, когда как бы заканчивается смена у ТЦКшников. Представляете, какие? Вообще непонятно. Ну так ты ж только что сказал, те, кто хочет, те, кто мотивирован, он или же в земле, или в вооруженных силах давно. Вот, в принципе, и все. Вот сегодня сообщили. Значит, коммунальщики прокомментировали ситуацию по поводу уличного осветления. Это Канев, город Канев. Значит, в последнее время на улицах Канева периодически проблемы с освещением, которое, когда осень наступила, в общем, погодные условия, дожди, ветра, только усиливаются. Коммунальное предприятие, город, ну, мисто, значит, разъясняет. В связи с неоднократным обращением граждан по поводу того, что на улице нет света, с середины июля этого года отсутствует электромонтер, единственный работник, который занимался ремонтом уличного освещения, выполнял электромонтажные работы, строил сооружения, электровышки. И он был призван на военную службу. Сейчас другой человек, который выполнял работы по поводу ремонта и обслуживания, тоже отсутствует. Значит, ну и по случаю приглашаем на работу электромонтера и того человека, который обслуживает уличное освещение. Так что загар загаром. Но скоро будем как вот в древние времена. Солнышко есть на небе, значит и свет есть. Нет солнышка, ушло оно, ой, и все. Вот так вот. Но на самом деле служить это вещь, это честь. Вчера Бигус сообщил, что его мобилизовали. Представляете? Бигус — это тот такой-то журналист, расследователь, который
конечно, засветился в скандале по поводу того, что он агент СБУ и работает на СБУ, а это невозможно. Какой ты тогда, прости господи, расследователь и журналист, как-то можно доверять твоим расследованиям против всех на свете последнее время? Так это заказы были спецслужб. Нет, так он його мобілізувався, представляєте? Вітання, пані та панове. Є трохи новин, якими я маю поділитись. Не зміг обрати, з якого жарту почати, про заборгованість чи про стабільно токсичні стосунки, тому... То есть он хотел начать с шутки, но не выбрал с какой шутки, и это прозвучало как шутка. Жарти в сторону. Мені тут Вінницьке ТЦК зробило пропозицію, від якої складно відмовитись. І хоча зараз, в той момент, коли я це записую, я ще цивільний, думаю, в той момент, коли ви це бачите, я вже не зовсім, як це сруть в тіктоках, людина в статусі людини чи щось таке. То есть смешно сейчас должно быть. Человек в статусе человека. А звучит как вот это вот прощальное, знаете, вот эта история, типа, если ты видишь это видео, значит, я вот еще ищу гражданский, а потом я буду не гражданский. І тут окей, ну, коротше, треба, не питання, погнали. Я, щоб це не виглядало занадто бравурно, зазначу, що є все ж така невеличка нотка цього, та блін, я ж вже, але лише нотка, бо, ну, по факту, якого хера, люди, з якими ми застрибнули в 22-му році, досі переважно воюють і не мали канікул, як в моєму випадку. Просто тому, що мені колись пощастило випадково потрапити в спецзагін патрульки, а не в Збройні сили. Ну і, відповідно, я міг через 2 роки звільнитись. Значит, что он сейчас рассказывает? Он говорит, так я ж уже как бы, ну, свое повоевал. Я в 22-м специальном отряде патрульной полиции боронив, защищал, вот. Я ж уже как бы, да, я ж уже воевал. Ты что? Ну, сейчас вот надо еще раз. Винницкий ТЦК сделали предложение, от которого не смог отказаться. А вони хер там. О, хороша нагода, до речі, згадати. Шановне МВС, що там по моєму УБД, панове? Вот оно. Что там с моим УБД? Я ж уже как должен УБД получить, участник боевых действий. Льготы, в метро ездить бесплатно, вот это там 50% коммуналки. Где там мой УБД? А ну-ка давай, МВД, давайте, менты, давайте УБД, а то меня сейчас ВСУ берут. Так ты в ВСУ получи УБД. Зачем тебе УБД ментовская? А, ну чтобы оно скопилось, чтобы стаж был, чтобы у нас был бравый бігус, который защищал родину. Я розумію, у нас з вами теж все складно, але, ну, якби майже 2 рочки на лінії було, і куди б мене далі не занесло, я таки вважаю, що УБДшку маю отримати саме від вас. Ладно, то деталі. Суть в тому, що я після звільнення з війни був... Звільнений з війни, офігенно звучить. Був абсолютно переконаний, що мене мобілізують буквально там через пару місяців і ставився до цивільного життя як до позапланової відпустки, наповнюючи цю відпустку воєнною роботою чи задачами настільки, наскільки це було можливо, і періодично дивуючись, що це ця відпустка так затяглась. Навіть в нашому чаті підписників після мого відео про війну писали щось типу така, що тебе не мобілізували одразу після. Чесна відповідь, не грибу. Ну, ниньки от мобілізували. Як я казав в тому ж відео про війну, броні в мене ніколи не було в жодній формі, бо схерапто. Ну, короче, 2 года он типа повоевал с патрульной полицией в специальном отряде, просит сейчас УБД, говорит, дайте УБД, елки-палки. А тут его мобилизовали. А почему 2 года не трогали? 4 года война, 2 года повоевал, 2 года не трогали и сейчас призвали. Не говорит. Ну, потому что он будет воевать где надо. Ни одного расследования про СБУшников, которые, ну, да, которые вот наследили. Сейчас идет война, вообще война спецслужб. И, наверное, в этой войне спецслужб лучше где-нибудь тихонечко в ВСУ уйти. Вот такая роль. Он там будет сидеть в штабе, снимать себя, как он в шлеме, как он с автоматом. Это вот, да, это будет великолепно. Но я вам хочу сказать, что, люди добрые, таких у нас полно. А еще полно вот таких. Родной город президента. Родной город президента. Кривой Рог. Я решила на тот ТЦК, Покровская, когда мужа у меня забрали. Но с этого ТЦК я вообще, блядь, вот так вот тут прямую говорят, ну, подходят нам и говорят. Хотите, говорить, типа, чтобы мы его убрали вообще со всех баз? $12 000. Как? А где мы должны взять $12 000? А во-вторых, ебать, даешь, говорит, взятка, все, ебать. Ты там увидишь и одного, и второго. Хуй ты увидишь, я говорю, одного, второго, еще и деньги заберут. Ну, так вот. Вот так вот. Вот так вот. Там еще там
Они же вот это снимают себя там на ТикТоке. Ну, вот 12 тысяч долларов. А что вообще происходило? А он на самом деле, она рассказала про эту историю, что 12 тысяч долларов просит, а он больной. У него белый билет, у него психодиспансеризация. И вот это вот они же на ВЛК, ну, то есть как бы в больнице, ВЛК. Я перенесла решение Покровской Синоватовской ВЛК. Я не изменила его. Если бы я написала вам придатный до військовой службы, тогда бы вы ко мне вы написали там претензии. А я вам вынесла. Подождите, вы написали там, что он отказался. Придатный до військ забезпечення. Значит, смотрите. Это врач. Они пришли разбираться. Ну, белый билет, психдиспансеризация у него, заболевание. Вы говорите, ну, говорит, так а что такое? Где он? Вы его выкрали. Вы написали, что он годен. К чему годен? Годен к войскам обеспечения. Так он не написал. Вы написали. Там написано відмовився. Но. Я написала придатний до військ забезпечення. А что ты такое вид забеспечено? Мясо? Мясо. Пушечное. Я ж только что повторила. Зачем второй раз повторять? Ну так и нормальным языком можно повторять. Нормальные деньги считаете, получаете на нормальную карточку. Да ебать, я вас умоляю. Что зачем ты мелешь? Я мелю то, что я знаю. Он отсюда не уходил, где он? Ну, это уже военкомат. Ну, в смысле военкомат, где он? Вы его украли отсюда, где он? Вот, мне интересно, где он? Он пошел ко мне. Он не вышел. Ну, короче, выкрали и держат в заложниках. Давай 12 тысяч долларов, если хочешь, чтобы все было нормально. 12 тысяч долларов. И все будет хорошо. Но знаете, как еще? Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. А особенно, когда у тебя друзья цыгане, так это вообще замечательно. Львов. Крики. Ужас. Драка. Потому что отбивать мобилизованных, вот так приходится уезжать, собственно, вот этим гусификатором, да, вот так их гоняют там. Отбивать пришлось цыганам. Значит, друзья цыгане пришли гурьбой, даже пришлось стрельнуть в воздух и потихоньку ретироваться. Но это еще ничего. В Калуше 22 числа, то есть вчера, группа неизвестных вообще напала на районный военкомат и, собственно, в результате 3 человек освободили. Ну, прям Робин Гуды какие-то, представляете, налет на ТЦК сделали, выбили двери и убежали 3 человека. Ну, видимо, те 3 человека, за которыми они, так сказать, пришли. Вот так. А это Днепр. Вечер. Это вот к вопросу о загаре, что у них там смена заканчивается в 19 часов. Возле АТБ. Значит, стоит группа военных, достаточно внушительно. Вот выходят сотрудники магазина, говорят, что это тут? Что происходит? Ну, вот так вот это все. Вот так вот это все происходит, понимаете? Продолжение истории, конечно, своеобразное. В общем, человек, видимо, заскочил в магазин. Они там вот стояли, мяли-мяли. Ну и решили прям с магазина выволочь человека. Прям магазин. Затащили вот это. Что, блядь? За что, блядь? За что? Мы тут работаем. Значит, этим товарищам не понравилось, что их снимают. И, так сказать, они пообещали вернуться для того, чтобы сыграть в карты, наверное, с этими людьми. И говорит, так мы работаем, мы АТБшники. Там вот, грузчик, кассир, все. Не, нормально. Нормально. Отличный Днепр. А что получается вообще с этой мобилизацией? Как один, прям последние сутки, 2, был парад азовцев, которые вот это вот, как бы, мысль прилагали, притулились мыслью к происходящему. Вот, пожалуйста, Кухарчук говорит,
Плохо все с бусификацией. Из тех, кого задерживают, крохи доходят до учебных центров. В учебных центрах они, большинство, вообще ничему не учатся, потому что у инструкторов зарплата 20 тысяч гривен. Они их и как из-под палки, из рук вон плохо учат. Вот так, в принципе, і происходит мобілізація в Україні. Нещодавно мої знайомі з одного обласного центру з ТЦК поділилися зі мною дуже цікавими цифрами. Цифри говорять про наступне. З 1000 людей, яких зупинили представники ТЦК, 24 людини було мобілізовано. 24 людини. 340 людей мають відстрочку. 360 людей мають бронювання. Ще по 100 людей – це люди, які не досягли 25-річного віку, люди, яким більше 60 років і непридатні. Тобто там по 100 людей виходить. Уявіть собі ситуацію, в якій з 1000 людей 24 мобілізованих, бусифікованих, а це люди, які, об'єктивно, да, це ті люди, які просто не змогли собі купити відстрочку або ще якимось чином. Да, это люди, как вот эта вот женщина. Но опять-таки, понимаете, в чем дело? Тут когда кто говорит, что женщина? Ну как, живет, работает кем-то, да, живет небогато. То есть у нас все воспринимают с вот этой властью шоу-бизнеса, что там обычная, скромная, нормальная жизнь, плюс-минус, это уже что-то это порок. А у нее нет 12, откуда я возьму 12 тысяч долларов, обычный человек, для того, чтобы выкупить мужа? Конечно, не возьмет. Так его не должны были. Нет справедливости. Куда пойти? Некуда идти. Иди 12 тысяч долларов. Иди, не знаю, там, в поле чудес, в стране дураков, понимаете? Иди, закопай, оно вырастет. Ну, то есть, и к ним относятся, вот кто она, какая там. Обычные люди. Обычных людей мобилизуют. Или хватают, есть деньги. Ну, хорошо. Нет денег, закривають плани, статистику. Ухильнутися, да, вони потрапляють в навчальний центр, а більшість навчальних центрів, вони не дають нормальної базової системи військової підготовки, тому що там інструктора за 20 тисяч гривень не готові бути інструкторами і навчати тих, хто не готовий навчатися. Потім ці люди попадають в підрозділи, де вони сидять по 60 плюс днів на позиціях, і ми очікуємо того, що ці люди будуть стримувати наступальні операції противника. Конечно, не будут они, вот эти люди, которые попадут после вот этого на фронт, сдерживать наступательных операций противника. Но есть выход. Это просто песня. Я, если честно, немножко прибалдел. То есть, есть, Бунятов, да, его периодически там берут комментарии, как военнослужащий ВСУ, такой-то, такой-то, вот все там, Айдара там, все, там, вот Бунятов. Что ж оно за Бунятов, было интересно, комментирует эту историю, кто куда продвинулся, а кто от кого отбросил. Так дошли ж, вытащили, показали, крутили-крутили. В телеграм-каналах на него ссылки со всеми комментариями, что происходит на фронте. Вот он сам на фронте. Знаете, как проблему, о которой Кухарчук, выше, который вот комментировал, предлагает решить Бунятов? Ви обалдієте. Хто зараз найбільше йде в СЗЧ? Піхота. І кого будуть карати? Піхоту. Типа за цю провину. А в чому ви хочете їх покарати? Я вважаю, що один вихід на бойові позиції в штурм або в оборону – це в нинішніх умовах це вже більш, ніж потрібно від кожного громадянина. Так, вот сейчас надо немножко вдуматься. Смотрите, большинство СЗЧ, кто? Пехота, понятное дело, да, заперли в эти пехоту, штурмовики, вот эти все, конечно, они валят оттуда при первой возможности, учебка, не учебка, это обычные люди, это простые люди, самые обыкновенные. Иногда там под, верхняя планка возраста. Понятно, что 60 плюс пехоту не отправят, но всякие бывают случаи. Пехота это кто? Пехота это те, которые там ездили, ПВО сбивали, типа изображали, что они мобильные огневые группы. Те, которые там работали еще где-то, там писари, еще кто-то. Их просто берут за недостачей, да, отправляют, переводят в пехоту. Этим Сырский баловался уже раза 3, наверное, да, и по поводу ПВОшников и всех остальных. Из пехоты бегут в СЗЧ. Что он предлагает? Каждый гражданин Украины, женщина, мужчина, не знаю, там девочки, мальчики, все равно кто, каждый вот должен хотя бы один раз побывать на штурме или на отражении удара.
О как! Вот тогда ситуация изменится. Я вважаю, що таких людей взагалі можна, от, типу, один штурм реально вийшов, типу, або отримав поранення, все, ти маєш право на демобілізацію. І якщо типу, всі будуть так проходити, то типу, у нас нормальна буде ситуація і на полі бою, і з піхотою, і у людей буде мотивація, йому буде важко наважитися, але він такий думає, от навіть якийсь тиловик, да? Він думає, пойду один раз схожу на штурм, типу, виконую якусь задачу, і все, я, в принципі, можу бути вільний. Вот так вот. Один раз сходи на штурм, и можешь быть свободен. Мне это напоминает как какое-то инфо-цыганство, как какой-то разводняк какой-то. Вы понимаете, до чего дошли, до чего договорились? При отсутствии нормального военно-патриотического воспитания, нормальных подходов, нормальной мобилизации договорились до какой-то ерунды. Слушай, давай так, контракт тебе, общественный договор. Ты идешь один раз на штурм, потом можешь демобилизовываться. А ты там ранят, тебя убьют, это уже дело твое. Один раз на штурм, или там, если штурм россиян, то какая-то жесткая оборона. И окей, и можешь быть свободен. Вот это реформа, вот это я понимаю, магия простых решений. Ну убьют же. Убьют. Вот депутат Скороход сокрушается, говорит, на кладбище сходила, обалдела. Я дуже часто буваю на кладовищі. От я вчора була на кладовищі в Чернігові, і той квадрат, який був ще вільний 1,5 місяці тому, повністю заповнений. Це відповідь на те, що нам потрібно не гроші шукати на продовження війни, а нам потрібно зберегти націю і знайти будь-які шляхи для того, щоб мир склався і відбувся, і щоб все-таки війна ця кровопролитна закінчилася. От щодо сіл, просто заїдьте в село, вони пусті, дійсно вигрібають останніх. Села пустые, выгребают последних выгребают. Все уже, ну, как бы, край. Зверніть увагу, як працюють на блокпостах. Вони ж не зупиняють модні машини, вони зупиняють звичайні машини, які не вартують великих грошей. Тому тут підход щодо поділу суспільства і підход, знаєте, коли одні можуть купити собі місце, а інші не можуть. Так не має бути рівність. Більше того, Так а что, ну смотрите, это же тоже какая-то интересная история. Значит, одни на машинах на одних едут, другие на других. На простых машинах гребут, на непростых машинах не гребут. Значит, можешь купить себе жизнь, покупаешь, не можешь, не покупаешь. Нормальная война, чего? якби були залучені до війни всі, вона б вже давно закінчилася. Бо я думаю, що сильні цієї країни не хотіли би класти своїх дітей в могили. Вопрос только, кто такие сильные этой страны? У сильных этой страны дети за границей, дети в безопасности, все нормально, брони, подвязки. Максимум, если бы служили, то где-то там, где надо. Служить. Как бы служить? А некоторые уже даже дембельнулись, представляете? Нормально все. Ну, по поводу того, что с могилами происходит, это, конечно, да. Здесь я, конечно, согласен. Это трэш. Особенно то, как деградирует общество. И вот, например, вот такие ролики появляются в ТикТоках. О, ну так, то я. Як я докотився до такого життя? Ну, смотрите, это переводы с фильмов, это любит ТикТок. В чем смысл? Значит, это девушка на могиле своего, как бы, парня. Танцует там... Let's get restarted. Ну, вот, типа, давай перезагрузим. Это такая у нее композиция и подпись. Приехала рассказать мужу, что последние 3 года он уделял мне мало внимания, и мне пришлось найти живого парня. Напишите в комментариях, вы считаете это остроумным видео, которое сняла эта девушка с дредами? Ну, вот просто. То есть, я приехала на могилу мужа рассказать, что 3 года слишком много быть вдовой, и я нашла себе живого. И запилим видосик под звук из ТикТока. Да им плевать. Вот этим пилящим контент, им плевать на то, что растут кладбища, не растут кладбища. Это общество неизлечимо. Это общество схавает все. Раз
уж Белецкий нам говорит, что, в принципе, рассуждает о том, пойдет ли он в политику, какой будет конец войны. Ну вот, пожалуйста, вот карабахский сценарий вспомнил. Белый этот господин. А глобально я скоріше погоджуся з тезою, що перемир'я дасть нам можливість видихнути, перезібратися і очікувати по азербайджанському, по карабахському сценарію більш вдалого часу. Значит, смотрите, сценарий, конечно, хороший. Ну, давайте выдохнем, пересоберемся, и вот это вот потом по карабахскому сценарию. Угу. А какая площадь Армении? А что там? А Россия это типа Армения? Да? Россия. Там как бы Пашинян в России. Или такой, как Пашинян. И вот эти вот все рассуждения с вот этим умным видом, типа, нет, ну да, я за то, чтобы была пауза, мы пересобрались, и мы вот это все, мы вот, и будет мы как Азербайджан. Умовно кажучи. В Азербайджані 30 років, здається, не мінявся лідер. Ви кажете, ми отримаємо шанс. Як мінімум сім'я лідерів. Сім'я лідерів. Ви кажете, ми отримаємо шанс. Шанс, можливо, ми отримаємо. Ми ним скористаємося. Не, смотрите, она ушла, она очень правильно, вот эта журналистка вставила вот эту историю. Так Зеленский будет, а там сынок его подрастет, или какой-нибудь кум его. И будет вот эта семья 30 лет готовить, так сказать, нас как Азербайджан. Они же этого хотят. Но она ушла там, типа, справимся мы, не справимся. Це величезне питання. Ну і знову таке питання під час перемир'я. От мене це теж хвилює, тому я ж кажу, у мене немає от повністю однозначного в цьому плані бачення. А ми, знаючи нашу українську ментальність, будемо з першого дня перемир'я його використовувати для... Росіяни точно будуть. Для нарощування сил, латання дір та перемін, ефективних реформ, неважливо, військових, економічних, там, військово-промислових, так, чи на внутрішні конфлікти. Це теж величезне питання, на що ми витратимо цей час. Тому, ще раз повторюся, я вважаю, що, як мінімум, моя роль зараз, так, не паритися за перемир'я, є виборні посадовці, так, на яких покладений такий обов'язок, в тому числі зовнішня дипломатія. І військові повинні займатися виключно результатом на фронті. Чим кращий результат на фронті, тим прийнятніші і для нас вигідніші будуть умови перемир'я. Ну, результаты на фронте, конечно, впечатляют в последнее время. Ну, Зеленского впечатлили, и народ впечатляют. Но вот мне интересно, вот эта история, типа, Белецкий говорит, моя задача не париться. Военный, все, беги туда, стреляй туда. Он ту посадку. Ну, как бы так, да, он же. Но тут, как бы, есть подвохи. Спросили у него о политической своей карьере и перспективах. Ви, Андрію, збираєтесь в політику, коли завершиться війна? Не знаю, неоднозначне питання. Насправді мені дуже, я би хотів... Вот это, конечно, извините, пожалуйста, но это какой-то вообще... Откуда они берут вот это? Откуда это? Это кто их этому научил? Вот этому... И пауза. Да елки-палки, ты ж военный, ты ж только что сказал, все, не надо париться, бегим туда, стреляем сюда, все там, да, мы должны на фронте по-военному, четко и конкретно. Вот это. Ви пойдете в політику? Я вважаю, що ключовим фактором війни, політики, взагалі існування держави України буде зараз безпековий блок. Безпековий блок. Не на час війни, а на найближчі там 50-60 років. Слышали, да? Значит, ближайшие 50-60 лет, ну, примерно так. Самое важное для Украины будет это блок безопасности. Всех поздравляем. Ваши внуки, ваши дети, ваши правнуки, возможно, мы их освободим, но если они родятся, конечно. В общем, все будут заниматься безопасностью. Вообще страна будет заниматься безопасностью. Второй Израиль и полуазербайджан. Факт. Тому у мене є амбіція в тому числі максимально, на прикладі бригади, тепер корпусу і так далі, максимально військовий блок модернізувати і зробити повноцінним. Чи виключаю я політику для себе там повністю?
військові під час війни показали найпростішу річ. В першу чергу, що для них Україна як держава, українці як народ стоять на першому місці і так далі. Військові, безумовно, будуть йти в політику. 1000%. Їм є що принести, там багато надзвичайно ефективних там, управлінських рішень і так далі. Ну, вони вирішують суперскладні питання, абсолютно не менш складні, ніж там політичне управління і так далі. Да есть же. Пошел этот... Я вот, знаете, вот думаю, вот это... Вопрос же звучал просто. Ты пойдешь в политику? Ну, конкретно. И тут началось вот это исполнение, вот эти все моменты. Задача Зеленского перешерстить военных, выбрать вот таких вот и засунуть их во власть. Или на их горбу политическом, в данном случае, они ж круче политиков. Слушайте. То есть вы заметили, как вот это похоже? В 2019 году нам говорят, вот эти политики, они все тут по несколько лет сидят, они плохие, они фуфло, давайте их менять. Ну окей, поменяли фотографов, там знакомых, перезнакомых, каких-нибудь там любовниц, каких-нибудь там семейных, каких-нибудь там ставленников, наполнили Верховную Раду, из кого попало. Ну и потом сейчас что говорят? Так они вообще, вот что они? А вот военные, они же выполняют такие задачи. Вот вам классная смена. Фронті. І військові будуть йти в політику. Чи будуть йти, ну, буде залежати від того, з чим ми закінчимо цю війну. Просто зараз, в останні тижні, місяці, вас ніхто не запрошував до своїх умовних штабів? Слава Богу, ні. І я відразу через вас і відмовлюсь. Ну, тобто, до кінця війни, от поки я ношу форму, ну, я військовий, все. І більш ніхто. Ну что, Зеленский снял форму, и Белецкий может снять. Чего нет? Тут как бы, как говорится, не зарекайся, не говори никогда. Никогда. Вообще, конечно, украинские политики это тема. Это вот все. Значит, я вам показывал недавно, или в телеграм-канале размещал, что у мэра Львова Садового нашли прослушку. И он говорит, кто, как, вот телефон, там что-то отдал в ремонт, вот это вот все. Потом говорит, слушайте, это случилось после того, как все вот это повалили во Львов. И Свириденко была, и вот эти все там, все первые. И сразу у меня прослушка, представляете? Ну, его на фоне этого хайпа, так сказать, вытащили журналисты «Украинской правды» и решили с ним поговорить, мол, Садовой, а каково тебе там вообще в политике, что к чему, вообще как тебе власть, твое отношение к власти, ты 20 лет мэр города Львова, вот что он отвечает. А вам подобається влада? Маєте на увазі вирішувати проблеми? Не вирішувати проблеми, а от відчувати, що ти можеш їх вирішити. Значит, смотрите, это же философия не решать проблемы, а чувствовать, что ты их можешь решить. Звичайно, що для кожного чоловіка це важливо, коли ти маєш ідею, ти можеш її впроваджувати в життя. Якщо є проблема, ти можеш її вирішити. І ти маєш таке плече. Ну це добре є. А влада взагалі затягує? Як кого? Ну вас, вона затягнула. Я б не сказав. Як ви 20 років Слухайте, ну так складалися обставини. Так получилось. Ты 20 лет мэр, так получилось. Власть затягують, та ні. Ну дивіться, ви ж не просто це сталося випадково, ви мусите як мінімум балотуватись. Чекайте, я мав велике бажання бути мером Львова. Я створив інститут розвитку міста в 2000 році, я готувався до того, щоб бути мером. І я не планував, що я буду там 4 каденції мером. Плануєте далі? Ну сьогодні треба бути смішним, щоб говорити про якісь наступні плани. Сьогодні головне вижити. Выжить. Как это? Знаете, есть такие шоу разные, реалити-шоу. Выжить в Дубае, выжить там в Самарканде, выжить во Львове. Я думаю, будет неплохой сезон. Видно, що ви досвідчений політик. Дивіться, а влада – це наркотик? Як для кого? А для вас? Для мене це можливість. Це можливість з нуля робити справу. Власть – это возможность с нуля делать дело. Надо вот это вот, серьезно, там где-то Львовская опера или какой-нибудь там арку какую-нибудь, да, вот там, построить новую ради этих слов. И золотыми буквами вот это. Вот она суть украинской власти. Вот мастодонта, мэра 20 лет Львова. То ли дело вице-премьер. Он вот проще.
тот же, видите, опытный, его спрашивают там, а смотри для кого, а с какой целью интересуетесь? Вот так вот мэр себя ведет Львова. А вице-премьер Федоров, человек, у которого навернулось все. Ну вот все. Они сделали базу. Эту базу, собственно, с нотариатом, электронный нотариат, утечки. Сделали базу ДИА, утечки. Они говорят, нет утечек, нету, и здесь нет утечек, и здесь. Потом выходят там специалисты, называют себя украинскими, но с очень интересными именами и фамилиями, говорят, да нет, все-таки там была утечка, конечно, да, но, в общем, мы решаем вопросы. То есть данные персональные, то есть вот это вот все. А он, знаете, о чем думает? А он думает, що он Бог. Просто в мене така робота, що ти в першу чергу, це взагалі, знаєте, робота міністерська, це божественна якась робота, тому що... Министр цифровой этой трансформации. Он же сейчас уже повышение, вице-премьер. Он сейчас там дроны у него, все на свете, то есть он тоже в этой теме. Он прям, это вот прям, красавчик. Это вот прям надежда будущей. Ну, пишут политтехнологи, что будущая партия ДИЯ, это будет там во главе с Федоровым. Отсеются вот эти всякие там зашкварины, и будет вот он. И вот он говорит, работа министром – это божественная работа. Ти проєктуєш правила гри. Да? От, яка ще є робота, де ти створюєш правила гри для мільйонів людей. Це там Бог є, і не знаю, хто ще є. Це насправді робота, яка вона досить цікава. Михаил Федоров. Трудно быть Богом. Это люди, о них никто не знал. Вот Федоров там, ему приписывают интересные случаи с, например, рекламой препарата для похудения в Запорожье, когда все там, женщины сбросились на курс, а потом деньги пропали, да, то есть о нем, а потом вроде как это все замяли, ушли. Это а сегодня они боги, понимаете? Боги, божества. 20 лет. Опытный бог, этот неопытный бог. Понимаете, вот какая, вот что там внутри. И это все на фоне войны, которая должна была быть, ну, всем дать подзатыльник, отрезвить всех и немножко в чувство привести, как бы немножко, ну, растрясти вот этот вот эго и вот это вот все нахальство. Нет, не получается. И самое интересное, что на них вот это вот смотрят люди, смотрят на то, что они продвигают, и сходят с ума. Я отвечаю, они сходят с ума, вне зависимости от возраста и места их нахождения. Вот, пожалуйста, чем вам не сумасшедшая? В Україні в громадських місцях, ресторанах, барах, кав'ярнях, школах, дитячих садках, в магазинах лише обслуговування українською мовою. Значит, быдло общается на языке, человек общается на мове. Значит, она говорит, везде вот это в общественных местах, только на украинском языке. Українська мова ідентифікує людину. Язик ідентифікує тварину, тобто рашистів і тварин. Тварини набагато краще, ніж рашисти. Значит, русский язык, рашисты и животные. Животные лучше рашистов. То есть, если ты русскоязычный, по версии вот этой прищуренной и притрушенной, значит, то ты, значит, или рашист, или животное, выбирай. Но животное лучше. Бо саме язик вбиває українців, руйнує все українське, знищує все в Україні. Да, язык убивает все украинское, уничтожает... Вот смотрите, вот эта фраза. Да, язык, который в заднице у офисных, которые пришли на одних лозунгах, а потом переметнулись на другие и привели войну большую в страну. Вот этот язык, который докрасно зализывает, докрасно, чтобы аж слиплось, вот этот язык убивает Украину, это точно. Тому на 12-й рік війни знаходяться такі істоти, як в Харкові, Запоріжжі, в Одесі, в Миколаєві, в Дніпрі, які зараз толерують руський язик в громадських місцях. Ви зовсім з глузду з'їхали.
Ви бидло рашистське. Валізи і на Росію. Зрозуміли? Валізи і на Росію. Чемодан и в Россию. Добрая женщина всех отправляет. Быдло, говорит, чемодан и в Россию. У болотах вам жить, а не показувати свою тупість, бідлість в Україні. Слава Україні! Слава нації! Вот так. Вот так. Животное, значит, животное. А это вот в Ирпене, широко известная в узких кругах, художница перформанс устроила, представляете? Я. Твердий знак. Я. Твердий знак. Я. Значит, это она как бы или буквы символизирует, я там, и твердый знак. Смысл всего этого, что она говорит, я, и твердый знак, и как бы срывает с себя одежды, да, вот, ну, я, если честно, не понял вот этого скандирования, то есть, ну, там, а почему я, там, ё же, ну, ё отличает русский язык от украинского, ё буква, ну, твердый знак, да, в украинском нет, я есть, ну, и там, и, ну, как бы звук, да, есть, ну, буквы нет, ну, окей, ладно, буква и хорошо. Твердий знак. Я. 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 Вы знаете, и всем же интересно, Ирпень, фонтаны включили. А тут вот такое. Твердий знак. Я. Вот. И насрывала вот это, извините за это слово, насрывала вот эти футболки, а потом у нее вот там вот в беленьком написано «Мова». Мова. Понимаете? Твердий знак. Я. Нет, понятно, что художника обидеть может каждый. Обижать не хочу. Мне просто интересно, что распыляется в воздухе. Что распыляется, что этим людям, которые, значит, не останавливались 3,5 года, под 4 скоро, на Крещатике, потому что, ну, центр города, движение, то есть, ну, всем были же идеи раньше, на минуту молчания, все равно их нагнули и остановили, теперь будут останавливать, потому что это патриотически важно. Эти люди, которые вот это вот русский язык, говорят, ты по-русски, ты защищаешь свое право конституционное говорить на русском языке из Днепра, из Харькова, ты быдло, чемодан, вокзал, Россия. Что распыляют у них? Я не могу видеть, как мама там в платочке в черном, а тут в машине играет русский рэп или еще что-то, человек слушает. Понимаете? Ну так, мало смертей? Нет, конечно. Трамп же что заявил сегодня? Что да, Украина добьется. Европа сейчас как поможет. НАТО как купит оружие. И сейчас вообще вернут вообще все свои территории. До начала этой большой войны, а может еще и дальше пойдут. Удачи, сказал Трамп. Но вот это вот оружие можно вот так выставлять, показывать, большие плазмы. Твердый знак. Только они не понимают, что люди хотят свалить от вас, от ваших «я», «и», твердых знаков. Вот, пожалуйста, группа «Рейтинг», опрос. Хотели бы вы уехать за границу на постоянное место жительства? Ой. Но они уже, конечно, там облажались с запросами другими. Давайте дадим шанс еще. Значит, нет, тяжело ответить, да. Ну, вот, пожалуйста, значит, в 2012-2018 году, значит, 23% хотели, 68% говорили нет. В 2020 году, июль месяц, 27% говорили хотели, 69% нет.
22 год, июль месяц, 9% сказали да, 90% нет. И в июле, в 25 году 11% хочет уехать, а 88% не хочет. Им это нравится. Это их выбор. Вот это я понимаю. Ну и хотели бы вы уехать за границу на ПМЖ? Тот же опрос с разбивкой по регионам. И тут очень интересно. Больше всего хотят уехать в центре и на юге. На востоке по 8%. Ну, жить постоянно за границей. Из областных центров и из городов по 12% хотят. Из села 10%. В возрасте 18-35 лет 19% хочет жить постоянно за границей. 36-50 лет 12%. 51 год плюс 5%. Бедных 20% хочет постоянно жить за границей. Малообеспеченных 7%. 13% средний класс и обеспеченных людей только 10% хочет жить за границей. Представляете? Ну и вопрос у тех, кто хочет жить, в общем, у тех, у кого есть родственники за границей, 14% хотят жить, а у которых нет, 10%. Вот это я понимаю статистика. Вот это социологический срез. Мне кажется, что, ну вот как это происходило. Заказали этот рейтинг и сказали, значит так, надо что-то вот такое потужное. Потужное. Ну, тут пишут в чате, я вижу, просто кто хотел уехать, их забрало ТЦК. Возможно, Алексей. Надо что-то, говорит, социологи, дайте нам что-то потужного. Такого, чтобы, Говорят, ну хорошо. Они провели рейтинг, собрали опрос, а потом сказали, слушайте, а как мы там поменяем? Надо же там как-то вот в выборку вклиниться. Говорит, ты не парься. Просто поменяй цвет «да» и «нет», и будет у тебя потужный соцопрос. Ну, вот и, в принципе, все очень круто. Украинцы хотят жить в Украине. Тех, кто по-русски говорит, проваливайте. Ну, в общем, как-то так. А жизнь за границей очень, на самом деле, вот смотрите, можно поржать, конечно, поржать. Но я хочу серьезно, вот в финале нашего сегодняшнего шума, очень хочу серьезно отнестись к этому ролику. Ну, там как бы украинцы за границей, там, ну, пионеры снимают, они так делают, они там знакомятся, вот это молодняк. Молодняк развлекается для ТикТока. Хто цілується краще? Наші або чехи? Чехи. Значит, у дамы с большими глазами спрашивают, кто лучше целуется, наши или чехи? Снимают в Чехии, ну, видимо, они, ну, как бы, поехали пацаны, видимо, студенты, встретили вот эту нашу. Кто лучше целуется, чехи или украинцы? Она говорит, чехи. Чехи. Не вмієте ви сексувати, не вмієте. Мало хто вміє з України сексувати. Значит, смотрите, в свои годы барышня, во-первых, сделала два открытия. Во-первых, она сделала такой вывод, что там украинцы там не умеют, а чехи умеют. А во-вторых, она для меня это открытие сделала. А второе для меня она сделала открытие, лично для меня, что, оказывается, в украинском языке есть слово «сексувати». Ну, типа, заниматься вот этим. Ну, как, есть, понимаете, в украинском слово есть «любитися», да, там, «кохатися». Не, потому что «любитися» — это от слова какая-то любовь, ну, это типа чувство, да, «кохатися» — кохання, типа, ну, тоже чувство, да, вот это вот. А тут именно вот «сексуватися», она вот это фигурирует. Короче, не умеют українці сексуватися. Сорі. Я зустрічалася з чехом більше року, і я реально довольна була всьому. Попробуй з оператором. Ні, дякую. А потім скажеш. Ні, не хочу. Я не услышав, що ти сказала. Ну, смотрите, это они прикалываются, попробую с оператором, не услышал. В чем смысл? Почему я вам это показываю? А этих, ну, молодых ребят за границей, их надо поддержать. Потому что в их возрасте, в их круге интересов, это правильно. Не думать вообще о Зеленском, о Трампе, об этой всей этой истории, понимаете?
У них есть другая задача. Им нужно думать, как учиться, развиваться. У них другие интересы должны быть. И они за границей вот это вот снимают эти прикольные ролики, там все. Да, выходит, конечно, жуть. Я помню, как украинская пропаганда очень долго, 22-23 год, помните, когда Подоляк на русском языке, они все очень гордились тем, смотрите, я обращаюсь к вам, россияне, на русском языке. И примерно в этом периоде, 22-23 год, появлялись разные там студенческие фотографии из российских общежитий, высших учебных заведений и техникумов, где приезжают африканцы, и там, короче, зажигают за столами, ну, в общем, студенческие вот эти фотки, там все они как бы и тут берут фотографии, говорят, ну что ты типа Ванька, Иван, русский Иван, ты тут поехал в Украину воевать, а вон твои женщины, там вот они там с темненькими какими-то, да? И это есть, оно продолжается, это вся история. Это было тогда. Так а к чему мы пришли? Что наши женщины поехали за границу и начинают там, ну, это наши не умеют, а эти умеют. Понимаете? Ну, то есть, это всегда бумеранг. Это первое. Второе. Так, а в каком возрасте им еще вот это вот обсуждать, думать, прикалываться, ржать над этим или пробовать? А страна лишила возможности. Потому что все мода такая, сексуваты, мода только на Зеленского. И на его потужность. И о том, как Путина мы победим. Трамп сегодня выдал, ну прям, апофигеоз. Вот сегодняшний день, вот эта вот генассамблея его, мы проследили от начала до конца, что он изначально, его подготовили к сегодняшнему дню. И эта публикация Трампом написана не после того, как с Зеленским поговорил, а до того, как он поговорил с Зеленским. Для Зеленского сегодня такая приятная неожиданность, его эти все слова, что на самом деле ничего приятного. Ничего приятного. Трамп красиво ушел. Да, можно плюнуть в Путина. Ну, чтобы все подумали, что красиво. Но какие у них договоренности с Трампом? До сих пор гадают. До сих пор. Ну, можно сказать, что все, Россия там разваливается, но Европа точно ее победит. И вот на вот это все у всех... Ну, должен быть какой-то вот, ну, там, какой-то разгоряченный, разгоряченная реакция. Вот этого все должны хотеть, следить за этим. А людям плевать. Вот когда говорят, мы не должны оставить войну своим детям, да плевать им. Они хотят в клубы, они хотят девочки, мальчики, тусовки, они хотят жить. Жить. А не на кладбище. Поэтому, когда очередное пропагандистское, талантливое или не очень, ну, скажем так, оно будет рассказывать о детях, ради которых это все, у них не будет даже этой проблемы. Вот как все сейчас идет, у них даже этой проблемы не будет. Им миллион предлагают, а они не берут. Потому что они хотят дружить, тусить, крутить, вертеть, играть, жить, влюбляться, расставаться, заниматься тем, что им интересно. Психологией, отношениями, какими-то там... Вот жить. И очень важный момент в завершении. Когда нам, даже вот это вот в этом сегодняшнем трамповском, говорят, вот Россия там развалится, все. В России очень грамотно отделили фронт от тыла. Грамотно. Несмотря на то, что беспилотники летят там и по Краснодарскому краю, и по приграничью, и далеко летят. Но очень грамотно отделили мирную жизнь от военной. А этого в Украине не хватает. Потому что если бы у нас отделить мирную жизнь от военной, война бы закончилась за полгода. Ну или вообще бы никто не воевал, потому что все четко понимали, что это был бы такой бой под крутами. Возвели бы в легенду, и там кого загнали, кто там хотел, кто шибко патриот, а остальные все сбежали или там повоевали там пару часов, пока другие бежали.
Потому что народ хочет другого. Люди молодые, постарше, хотят другого. А нам вот это рейтинг, это я привел только к тому, хотите жить или не хотите жить, а нам этот рейтинг рисует, что 62% победы хотят украинцы. Семью и здоровье, ну, меньше хотят, чтобы все было хорошо, а вот победы обманывают. Обманывают гады. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Спасибо большое, Анна Салам, Павел, спасибо большое. Значит, Чехов хотят, прикалываются. Ну да. Спасибо, что становитесь спонсорами. Суперчаты, суперстикеры, этим пользуйтесь. Чей крах случится раньше? 2% Америки, 3% России, 18% Европы, 77% Украины. Спасибо большое за то, что проголосовали. Ну, видите, как Украина вообще, она сможет все что угодно. Ну что, уж Трампа слышали? Все, теперь если... А Трамп сказал, это потрясающе. Вообще, конечно, надо поучиться у американцев, как уходить. Англичане уходят по-английски, типа, да? Ну, ушел по-английски. Типа, не попрощавшись, так раз и тихонечко в лес ушел. Но Трамп ушел красиво и громко. Громко. Так громко, что крики и по одну, и по другую сторону линии фронта. Так, хороший шум сегодня. Важно, где еще и под кем жить. Значит, да, человек не должен долго жить. Ну, такой философский, конечно, у вас... Ну, это не юмор, а философское утверждение. Значит, по поводу Колобка, друзья, давайте, значит, буквально пару писем. Значит, Наталья Полищук... Масейчук говорит, Зеленский может прибегнуть к непопулярным мерам, то есть к усилению и ужесточению мобилизации. Если я правильно поняла, то к этим мерам президент может прибегнуть в расчете на финансовую поддержку европейских стран. Но у европейских стран в настоящее время своих проблем предостаточно. Забастовки, Британия, Франция, Нидерланды. Там может и на другие страны массовое волнение перекинуться. Какой смысл на основании какого-то финансирования президенту Украины прибегать к репрессивным мерам в отношении граждан Украины, собираясь мобилизовать их на фронт? Послушайте, все сейчас понятно. Вот сейчас-то как раз все понятно, уважаемая Наталья. А Зеленский пускай попробует повыкручивать руки европейцам. Коллективным европейцам. Пускай бросится, пускай сцепится. Посмотрим, какой кукиш он от них получит. Без или с ограниченными энергоносителями российскими и вот этими вторичными санкциями. Ну, пускай попробуют. Раз дадут, два дадут. Мудрый Эрдоган человек. Он говорит, не будут они вечно спонсировать Украину. Не будут. Потому что уже тогда ничего не украдешь. Потому что уже тогда ты вышел и сказал... Там, мы потратили 10 миллиардов, ну, условно, да? А потеряли 10 сел. 10 миллиардов, 10 сел потеряли. Нет, ну, когда-нибудь мы, конечно, выйдем на границы 91 года. Урсула так долго не сможет. Гораздо легче показывать вот эти картонные дома, которые там на месте газы будут возводить, и там мыть деньги, чем мыть деньги здесь. Потому что так уже ты как бы один отвечаешь за это. На тебя все взоры. Урсула не потянет, какая бы у нее мойка там ни была. Значит, ага, вот, Александр, добрый вечер, Лидия пишет мне. Телеграм-канал Only News World UA. Ваш? По стилю написания я понимаю, что вы имеете к нему прямое отношение. В телеграм-канале под вашим именем вы пишете слова «Россия», Путин с заглавной буквы, а в этом нет. Где вы настоящий? Значит, многоуважаемая Лидия, смотрите, это не мой телеграм-канал. Это, скажем, я начинал свой телеграм-канал. Это появившийся уже, когда я начал, прям с нуля. Смотрите, то, что они пишут, как они пишут, это их дело, их редакционная политика. Я к этому каналу не имею никакого отношения. Мы с людьми не виделись никогда в глаза. У нас из переписок друг с другом буквально 3 сообщения. Ну, в плане там новостей каких-то. Все.
3 сообщения. Здрасте, мы такие-то, такие-то. Вот. И эти люди сами перепощивают мои видео, сами поддержали меня в приводе санкций, сами. Достаточно взвешенный, классный контент, короткий, и они запустили версию длинную. Поэтому рекомендую годный. Если вы смотрите на эти буковки, это не ко мне, это к ним. Но суть происходящего они отражают более-менее, ну, скажем так, правильно. По форме я не поддерживаю Россия и там Путин с маленькой буквы. Но у них такие правила. И этим-то мы и отличаемся. Поэтому никто где настоящий, а мы совершенно разные. И это абсолютно люди, которых я лично не знаю, но которые вот поддержали, собственно, даже до сих пор, по-моему, у них в закрепах вот эта история по поводу санкций, которая за свободу слова. И они большие молодцы. Достаточно большую работу делают, поэтому не смотрите на эти формы. Формы пыль, тлен, они уйдут. Я понимаю, что война, там, это классно, шеврон, отличительный знак, тут маленькая буква, там еще чего-то, тут одно слово, тут другое. Но, в общем, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Здравствуйте. Похоже, мы идем к тому, что будет усиление мобилизации. В связи с этим возникает вопрос, если все-таки ужесточат, власть это сделает таких побуждений для сохранения своей шкуры, мол, до последнего украинца, или от безысходности, что вариантов просто нет других. Если уж так пойдет, что думаете, украинцы начнут уже наконец-то задаваться вопросом, а почему-то я 60+ дед должен идти, а сын власть имущего себе за границей строит дом. Спасибо, добра и света. Мирослав, спасибо за вопрос, благодарю за то, что пишете в колобок, так сказать. Да не будет этой мобилизации, мне кажется. Нет, они сейчас будут уже жестить, ужесточать, грести всех под европейские транши. Но они себя не оправдают. И мы очень быстро столкнемся, что, ну, как бы, в общем, собрав такое количество военных, им просто будет нечего платить. Потому что, смотрите, все зарплаты бюджетникам, социалка, вся эта расходы, это все Европа. Мы типа номинально собираем на всю армию, остальную. Но там просим кредиты, ищем 9 миллиардов до конца года и так далее. Я думаю, что все-таки вот тут-то как раз и треснет. И Трамп не просто так сегодня сделал этот перформанс с Украиной, которая все вернет. Вообще-то в тексте там даже сарказма не прочитаешь. Но я думаю, это он писал, или если бы вот он говорил бы это с тем выражением лица, которое я показывал в начале эфира на Генассамблее. Так, значит, давайте так, по поводу демографической ситуации попозже зададимся вопросом. Значит, Александр Вечер, вы Мосичуком сказали, в октябре могут закрыть границу, значит, это начало всеобщей мобилизации, спасибо. Может означать это как раз таки непопулярное решение, только не октябрь, а ноябрь. Пошел такой слух, тяжело проверить. Ну, условно, если в ноябре какой-то прорыв на фронте, всех закрывают, состояние войны, агигей, Европа, давай деньжат, печатный станок, и все поперли. Ну, вот так это может быть, это есть такой сценарий, он обсуждается. Юрий, вот что я... Но это не октябрь, ноябрь. Но это вот конец этого года. Поэтому, собственно, мне кажется, долго это не продлится. Особенно на шее у Европы. Спрыгнут. Я думаю, спрыгнут. Быстро. Так. Так. Районы, кварталы, жилые массивы, ухожу красиво. Да. Шелест красавчик. Вячеслав, спасибо большое. Саша, Притрушины — это жертвы реформы Супрун, психдиспансеры закрыли, а им нужно где-то высказываться. Не, ну нормально же, потужно звучит, представляете? Причем самое интересное, что я заметил, в этом формате вертикальном, вот это вот разговора с телефоном, он же как домик, он же как зеркальце, вот это, свет мой зеркальце скажи. Она же не видит никого вокруг и никого нет, и вот это все она может выплеснуть. Как это само смотрится со стороны, или вживую подойди и такое скажи. Но, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Ну, так не надо. Так.
Так, значит, Александр, пригласите на эфир Шария. Ему ни к чему ко мне идти на эфир. Ну, тем более, зачем? Ну, смысл. Он неоднократно говорил, что никому ничего не дает, поэтому, ну, никаких интервью, поэтому, ну, смысл. Ну. Тут же тоже важны сигналы, посылы, принципы. А принципы надо уважать. Так, значит, при этой риторике швак, при ситуации 150 тысяч стоит, ждет отмашки, это реальность, сегодня всем дали, правил не будет. Ну да. Спасибо за шум, спасибо и вам, друзья. Как ты относишься к Дубинскому? Ну, смотрите, относиться к нему я никак не отношусь. Но давайте так, люди могут меняться, люди могут не меняться. В игру утонченную вот этих людей, которые вы видели сегодня с Трампом, растерянных, с бегающими глазками, унылого Ермака и этого Зеленского, который не мог, я не скажу. Подоляк такой не мог придумать, вот эти все их свита, что это прям засланное. Я думаю, здесь просто в этой ситуации нашла коса на камень. Но так бывает, подождите. Есть такое выражение, я его так... Ну, я был молодой, прикалывался над ним, но не понимал глубины. Дорога к храму. Ну так. Ну что за дорога? Ну что же такое? Ну, это же, понятно, метафора, да, там буквально оказалось смешно. А у каждого свой путь. А кто-то зашел и вышел. А кто-то идет такими колдобинами, и этот храм еще и там в ломбард закладывал, и доносы на попов писал. Но все равно туда зашел. Все равно все, как, во-первых, все там будем, ну, пройдут все, да, через разные храмы, через разные там ритуалы, но все там будем, и каждый ответит. Но каждый ответит поодиночке, за себя. Поэтому всех одним миром мазать я не готов. Ну, такое мое, собственно, мнение. Олександр, сьогоднішня ситуація дійна, на точку зору. Трампа нет, вообще не изменила мою точку зрения. Вообще. Андрей Плеханов, вы не в курсе, куда с YouTube пропал трижды честный прокурор Пескун? Ждет победы республиканцев и триумфально. Ну, вообще, я бы это самое. Я Пескуна посадил бы на белого коня, и вот это вот он вошел бы в Киев. Усы у него, красиво это было бы на коне. Вот, в таком республиканском. А может, так и будет, чего нет. Нет, ну, правда, взял паузу из-за политических турбулентностей, если без шуток, то, ну, имеет человек право, да, то есть... Но он поддерживает Трампа, поддерживает, ну, скажем так, линию. Колеблется вместе с этой линией, в общем, мира и, конечно, Трампа. Так, ага, я понял, тут та самая история. Закончится ли война к концу года? Закончится. Даже после сегодня. Вот как раз после сегодняшнего и закончится. Но это отворот-поворот. Я уже приводил эту аналогию. Это там с мужиком, который проснулся утром, увидел спутницу, быстренько оделся и чкурнул в двери. Она его заметила. И поэтому он ей вынужден был рассказывать, какая она прекрасная. Но это вот это оно. Думаете, начнет ли Европа помогать украинцам, которые находятся в Европе? Вот это, кстати, хороший вопрос от Светланы. Спасибо вам большое. Вполне вероятно. Вот вполне вероятно. И тут начнется. Ага. Ну, я думаю, это где-то, если начнется, то через полгодика где-то так. Они просто бюрократически еще будут там подгонять, но это уже есть. Там пример Канады, что нужно там основание. Сейчас вообще даже если куда-то обращаться, то нужно основание, как ты выехал, резерв плюс, там что там у тебя по военному билету и так далее, и так далее. Да, это вполне вероятно. За деньги? Да. Вот за деньги, да. Да, машинист спрыгнул с поезда, да, давайте дальше сами. Сырьевой Александр, оптимизма не отбавлять. Значит, Карине Геворгян. Я, по-моему, когда-то был с ней на эфире. Надо вспомнить. Не попадало мне. Я примерно, кажется, понял, кто это. Ну, спасибо, да. Значит,
Александр Спивак минус. Говорит, паузу на неделю давайте возьмем, давайте. На вашем канале будет Дмитрий Джангиров. Себастьян нет. Пока, может, со временем, вроде бы как пока он не готов к этим интервью. Ну, к формату общения с кем-то. А так, пожалуйста, конечно, захочет, не вопрос. Большинство украинцев приняли слова Трампа за чистую монету. На это и расчет. Так, дякую за відповідь, спасибо вам. Друзья, всем большое спасибо за сегодняшний стрим. Я очень благодарен за то, что, ну вот видите, как думал, коротенько, минут на 40, почти 2,5 часа. Пожалуйста, поставьте лайк, это очень важно. И всем добра и света. Хорошо.